выбор У него ему. было 7 жен. Какая необходимость была в женщине? 7 жен на момент женитьбы на Зайнаб, на свою двоюродную сестру. По совместительству еще на бывшего когда-то приемного сына. Почему он ее взял в жены? Это обычная политическая необходимость. Потому что если 7 жен покопаться, было. 7 жен. 7 штук. я объясняю. Политическая необходимость. Он объединял Зачем племена. политика? Это дядя, тетя ее, дочь ее тети со стороны отца. Какая политика? Она из влиятельной семьи. Следовательно, есть влияние. Можно... Он даже так женился на Через пленнице. нее зачем нужно, когда у тебя тетя, например, министр МВД, тебе что, чтобы позвонить тете, нужно будет ее дочь никахать, чтобы у нее какое-то влияние оказывать? Вендетта, я понимаю, что у вас очень поверхностное знание в политической среде того А при времени. чем тут политика, когда мы говорим о божественном ниспослании? Ты Смотри, вообще о чем? он меня спросил относительно Нет, того, при чем зачем ему политика? Там жена, когда у божественное него 7 жен. ниспослание, там аят Корана. Меня спросили, зачем ему еще одна жена, когда у него уже 7. Ну зачем тогда Аллаху вмешиваться в какие-то политические игры? Ты о чем вообще? Бред какой-то. Потому что нужно Все объединять людей. думаете вашими грязными кефирскими мозгами, а не мозгами имама Шафия. Потому что народ нужно объединять. Брак – это естественный политический инструмент. Объединять через секс со своей двоюродной сестрой? Народ Вендетта. объединить через секс со своей двоюродной сестрой. Это как? Вендетта, вы дозволите мне свою мысль оформить до конца? Скажите да или нет? Потому что каждый раз, когда я начинаю говорить, вы меня перебиваете. Хорошо. Объясняю. Сами браки, если покопаться, то они заключались больше для объединения племен, в том числе. Естественно, там был и мужской интерес, что само по себе естественное, в этом нет ничего такого. Но это был В политический исламе инструмент. Если слова бы брак Аллах ему... нету. В исламе слова брак нету. В исламе никях. То есть зашел в щель женщины, это считается что-то брачным, как у животных. В исламе таких понятий нету. Брачный союз, договор. Тот, кто владеет ее щелью, называется ее мужем, хозяином. Мужина – это имущество. Да. Женщина считается в исламе имуществом. Где аят или хадис, что он чисто для объединения там делает это все, это ты сам от себя фантазируешь. Есть такой аят или хадис, что он делает это ради там объединения племен, политической цели. Есть один хадис. Но я знаю аят, в котором Аллах говорит: скажи им, о Мухаммед, мы женили тебя, чтобы вы не испытывали никакого стеснения по отношению к женам бывших ваших сыновей. Приемных. Да. Вот тебе и вся политическая Не подоплека. было. Приемных сыновей. Уточняйте, пожалуйста, Вендетта. Тафсир Абу Аделя, да, тафсир Абу Аделя и этого вашего ФСБшника татара, да, Альмир Кулиева. Да, почему женился? То прямо Аллах говорит: скажи, что мы женили тебя, о Мухаммад, на своей двоюродной сестре по совместительству, на
бывшую жену бывшего приемного сына, чтобы вы не испытывали никакого стеснения. То есть, что это означает? Раньше, оказывается, у них стыдно было, видишь ли, у арабов. Ну, Стыд было жениться на своих приемных, на жен приемных своих сыновей, да, бывших. А тут еще по совместительству плюс двоюродная сестра, алло, 29-й. Инцест, да, инцест плюс, короче, вот это отмена, клятву нарушил 3 раза, который Аллахом поклялся. Инцест совершил. Да, и отнял у своего приемного сына жену и послал его этим аятом во свояси. После этого он не являлся для него приемным сыном. Он. Да. Просто посмотри о моральности. а, могу говорить? После чего пришлось еще накормить грудью остальных приемышей. Я могу сказать? Да, дайте тоже человеку говорить. Передаем микрофон. Хорошо. У арабов, как я уже сказал, было в порядке вещей отдавать свою жену чужому мужчине, чтобы она забеременела от благородной женщины. Арабы. Ну, Мы Свобода, дай высказать. Хотя бы. Я еще не понял, что он говорит. У тебя слишком быстро это от того, Вообще что ни у при арабов чем тут что-то арабы. стыдно, это не значит, что отмена этого это плохо. Им было не стыдно выдавать своих жен под благородных мужчин. Им было не стыдно брать, ну, 10 спать с женщиной, а потом она выбирала себе отца этого ребенка, кто ей понравился. Ну, это понятно, но при чем тут арабы и божественное ниспослание? Ты вообще это самая реальность как-нибудь Я это говорю контролируешь? там, да, я понимаю, ваш ответ, К чему ты это пришло к арабам все-таки или ко всему человечеству? Смотрите, Вендетта говорит, им было стыдно жениться на Это тебе бывших женах говорит про приемных сыновей. ислам. Это ты его переносишь на арабов туда-сюда, как бы Это пытаешься это все разукрасить. Слушайте, это Вендетта Причем тут сказал, арабы, когда это ниспослание всему человечеству до скончания всех времен. Причем тут арабы? я сказал про Так арабов, это потому все-таки что арабам пришло или всему человечеству? Ответь Я на ска- этот вопрос. могу я закончить мысль? Благодарю. Да твоя Я с- мысль понятна уже, понятно. Слушайте, вы не даете мне закончить и потом перебиваете. Итак, смотрите. Я сказал про арабов только потому, что Вендетта сказал, что для арабов это было стыдно. Теперь же отвечаю на ваш вопрос, Вольф. Да, это послание всем. И да, в исламе отсутствует усыновление, то есть вы можете взять себя под опеку ребенка, но вы не имеете права давать ему свою фамилию. Понимаете? То есть это ограничение есть. не говорится фамилию, там не говорится про, там нету нигде фамилию давать, фамилии тогда нету. Он не считается ребенком, алло, 29-й.
В 7 веке какие фамилии? Ты что несешь, черт побери? Ты Я что нам обобщаю втираешь, да? информацию. Раньше, когда мы читать, писать не умели, вы ездили нам по ушам. Мы сейчас на несколько, почти на всех языках мира читать, писать умеем. Сейчас это не прокатывает. Прошли тучные времена. Вендетта, при всем уважении, единственное, что вы сейчас делаете, это пытаетесь Где там, перекричать скажите меня. фамилию, где там сказано про фамилию? Я сказал обобщенно. Потому что нельзя постороннего человека приобщать к своему роду, к своей фамилии, Вот что запрещает ислам. Вы можете взять его под опеку, этого человека. Вы можете ему дать воспитание, но он не должен быть приписан Усыновление, к вашему удочерение, роду. что называется так в российском законодательстве? Это чем называется? Опекунством или блядством, или чем это называется? В русском языке как это называется? В России есть два понятия. Усыновитель, который берет Отец и или мать берет является опекуном ребенка. Подожди мне, подожди, я же юрист еще по совместительству. У меня 7 черных поясов по Коране, Камасутры, и я еще плюс юрист. Представь, вообще горючая смесь. Опекуном кто является? Отец и мать оба являются? Или, короче, по отдельности являются? Они же оба опекуном считаются. Есть опекун ребенка? Мать или отец спрашивают на суде? Кого зовут, когда на суд зовут? Живы ли оба опекуна? Говорят на суде. Макс, мы, короче, не знаю, можешь, короче, пытаться оправдать это любыми путями, но мы уже наперед знаем, к чему ты клонишь. Så här och dyra. Marshall, det är så. Hello, Lona. Да, إذا بعدات ما شو. Автор отключил вас, что за хорошо. Первый, чему вы алатас? Я Каждый раз оститание. халието шукас, а пригласить свою халието шукас. Может, кто-то здесь другой тебя скидывал? Не знаю, не знаю. Винде Совар это var умерцом, eski короче. kıyma bu Автор, kısa да, mı цыга, hocam? я не знаю. Ya esam haliyet o şu. Так о чем спор, короче? Я не понял, о чем спор, о чем спор. Старший лейтенант из Лубянки говорит, что пророк вот это женитьбу на Зайнаб, Не переходи на вот такое, наш да, брат там, на мусульманин, то есть, личности. я забыл, наш брат мусульманин. Ничего, радиомарш. Вендетта показывает только свою невоспитанность. Вы показываете Макс, свою если невоспитанность. сегодня человек в возрасте его и придет, а он мусульманин, он хороший или банкир, и придет, попросит руки твоей 9-летней дочки, ты откажешь? По Если ко мне сунне. придет человек и предложит взять в жены мою дочь 9-летнюю, я откажусь. По сунне я должен Почему действовать в он не интересах имеет, своего от ребенка. чего вы взяли это, что он не имеет права? Почему вы это говорите? Где вы это слышали? Что он не имеет права отказать? Где вы это слышали? Я не могу понять. Ну, сунну ж должны же равняться с пророком. Он имеет право отказать, если хочет. Антитеррор. Во-первых, доброго вам вечера. Да, И взаимно. я хочу ответить гостю. Если воспринимать сунну как вы, то получается, я должен жениться на 9-летней и выдать свою дочь в 17 лет. Потому что вы
немножко искаженно понимаете, как надо жить по сунне. Этот вопрос, почему ты не выдашь? В чем причина? Какова причина? Вот. Тунг-тунг Сахур как раз таки Вот. спрашивает. Что в этом плохого? Почему ты откажешься? Потому что я хочу другого для своей дочери. Я хочу сначала, чтобы она состоялась как личность, получила образование. Потому что я такой человек. Я требую от своих детей именно этого. Требую. Ты сам соблюдаешь всю сунну? По возможности стараюсь. Я представил в багажнике, короче, твоей машины коврик. У меня машины нет. Да, На ботинки. Так, я тоже такой комментарий от себя сделаю. Максистек. Да, Максистек. Не знаю, мы тут не знаем, да, друг друга, тут кто угодно может быть. Ну, вот такое, если от всего сердца, по-честному, вот так вот воспринимать, да, человека, который придерживается там религиозных взглядов, то, например, в случае вот с народами, которые утратили культуру, да, к сожалению, есть такие. И, наверное, действительно, да, вот это ислам, он как бы несет в себе благо, если его, опять-таки же, носитель может как-то контролировать. То есть не во всей красе ему следовать, да, в полной версии вот это. А вот так вот, если там вот эти семейные ценности, да, там действительно там дети учатся, выходят замуж, женятся, то есть такой, скажем так, традиционный образ жизни. Это я, например, это приветствую. И могу только удачи пожелать, да, там, носителю, искренне там носителю, потом опять повторяюсь, мы не знаем здесь, кто чем, ну, грубо говоря, дышит. Ну, вот как-то так бы я прокомментировал. Просто желаю не уходить туда с головой, потому что если следовать в оригинале всему вот этому, как бы не пытаться оттуда вытащить чего-то для души, чего-то там, для, скажем так, для семьи, для вот такого, да, а тупо полностью всему следовать, то, конечно, это и другая сторона крайности, более даже опасная. Вот, короче, вот такой вот комментарий. Дальше можете там общаться. Могу я вам ответить? Пожалуйста. Вы сказали правильную вещь относительно того, что не надо уходить с головы. Объясню так. Любой вещи нужно подходить рационально, нужно подходить обдуманно. Например, я тот же принцип дружбы и непричастности. Там есть множество нюансов, которые нужно учитывать. И когда я изучаю религию, а я, скажем так, еще с 2023 года наткнулся на антиисламский контент, того же антитеррора, того же иллюмината и остальных, я очень много именно потом изучал именно ресурсы, которые они предоставляют. И смотрел на вещи, которые они не учитывают и которые не предоставляют в полной мере. Поэтому у меня нет доверия слепого ни к тем, кто
кто продвигает религию, ни тем, кто идет против нее. Я изучаю сам. С переводчиком. Смотрю эти труды факихов, смотрю труды современных ученых, исламских. Как бы смешно вам это не было. Знаю, как вы это любите, насмехаться над этим словом. Извините, прошу прощения от чистого сердца. Это можешь назвать один момент, где какой-то момент мы не учли? А ты учил, изучил и учел, и узнал, и ты все равно остаешься типа в исламе. Хорошо, это мы обсудили уже с Радио Моршо касательно аята 4.24. Ага, и что я там не учел? Один хадис. Скажите для начала. Какой хадис? Скажите мне для начала, Альфирот. В каких аятах сказано, что хозяин может иметь близость со своими пленницами, которых он взял под свое крыло, скажем. Один вопрос можно? Я больше не задам. Макс, скажите, Вопрос. Вот кто там шоколад Вопрос. целует? Владимир, наешите микрофон. Близость с какими женами, с какими невольницами, ну тот же самый 4.24, даже если замужние попали в плен. Также есть еще аяты, вам дозволены там прелюбодеяние, короче, помимо тех, кроме своих жен и невольниц. Ну да, тот же 70-30, например. Угу. А вы слышали этот хадис Аль-Бухари 52.86? Ну, я не программист. Я вам процитирую. Сообщает, сказал. Это у кого так шумно? Армат, это пакет, он шукацик. Все, я зачитываю хадис. Сообщается, что Ибн Аббас сказал, многобожники по отношению к пророку и верующим делились на две категории. Те, с которыми они сражались и которые сражались с ними, Ахлюль Харб, и те, с которыми они не сражались и которые не сражались с ними, Ахлюль Ахд. И если некая женщина совершала переселение от тех, с кем воевали, то с ней не сватались до тех пор, пока она не очистится от следующих месячных. Вы, антитеррор, часто утверждаешь, что 4.24 устанавливает право иметь насильственную близость с замужними женщинами, попавшими в плен. Но проблема в том, что вы никогда не приводили этот хадис, где прямо указано... Зачем его приводить? Он никакого... Вендетта освободен, да, освободен. Он имеет прямое отношение. Зачем его приводить, если он никакого отношения к этому не имеет? Он имеет прямое отношение. Я объясню почему. Он прямо указывает на то, что замужняя женщина, которая переселилась с земель войны... Так она не переселилась. Причем тут те, которые переселились? Она не имеет никакого отношения к женщинам, о которых рассказывается в 4 суре 24 аяте, которые попали в плен. Антитеррор. Дайте мне договорить, пожалуйста. Что договорить? Ты прочитал хадис про женщин, которые переселились. Какое отношение это имеет к женщинам, которые не переселились и своими мужьями жили, и которых в 4 суре говорится? Дайте я договорю, пожалуйста. Это и есть то, что ты понял, и мы не учли, серьезно? Дайте я договорю, пожалуйста. Я же вам не грублю, я же вас не перебиваю. Лучше бы ты грубил бы, чем так тупил бы. Я могу продолжить? Давай разрешаю.
Извините, меня так воспитали не Так, любить. администрация Давай разрешаю предупреждает воспитание. Вижу я твое не воспитание. агрессивничать. Мне тоже дайте ради Аллаха один вопрос задать. Макс, скажи правду, а в Лубянке есть там молельная комната? Вот это. Соборден, очередь пусть он дойдет. выпердит, что там хочет сказать. Женщина, ты прочитал хадис о женщине, которая переселилась. И какое отношение она имеет к суре 4, аяту 24? Когда вы приводили хадис про Аутас, вы часто говорили то, что сподвижники постыдились иметь близость с женщинами, замужними женщинами, которые попали в плен. Но у них это было нормально. Ты опять мне какую-то другую тему заливаешь, да? Слушайте, Какое дайте отношение хадис, который ты прочитал о женщинах, где говорится, которые переселились, имеет к суре 4, аяту 24 отношения? Оно имеет прямое, потому что женщины перешли... Какое? Я слушаю. Потому что женщины, которые попали в плен, автоматически переселяются, считаются переселенными с земель войны в землю ислама. Ну и? Там также сказано, что их брак, если спросить мусульман, аннулируется. Если мою жену ты нахрен приперся и захватил, по твоей долбанной религии мой брак аннулируется. Да. Так это понятно, это там сказано. Что мы там не учли, я не понял опять же. Давай вернемся. Слушайте дальше. И только после очищения ей разрешалось выйти замуж. Но если ее муж Да, совершал после первой переселение- менструации никак... Что, замуж? Но если ее муж совершал переселение до того, как она успела выйти замуж, она возвращалась к нему. Ты вообще что несешь вообще? Ты сам понимаешь, что ты Я вам несешь? привел хадис Аль-Бухари 50. Ты мне привел хадис о женщине, которая типа переселилась и с ней что-то делали там. Какое она имеет отношение к женщинам, которые живут со своими мужьями и которых захватили к 4 суре 24 аяту? Какое отношение? Ты будешь отвечать или Да, буду. вот эту играть будешь со мной? Не играть со мной. Я с вами не играю. Когда вы приводите 4.24, Макс, если вы хотите победить в такой дискуссии, то вам надо время от времени становиться коранитом, потому что только с этих позиций можно эти два аята каким-то образом связать. Если мы официально или классической ахлю-сунни... Это не аят, он Нет, хадис привел. там есть и аят, да, который говорит о женщинах, которые переселились, то есть бежали от своих мужей-многобожников и хотели оставаться там с мусульманами, и как с ними, мусульманам, поступать. Это два разных аята, потому что они, подкреплены хадисами, подкреплены тафсирами, и они вообще о разных темах. Но если время от времени, как вот ПМ у нас есть, да, который на какой-то момент становится коранитом, чтобы как бы связать эти аяты, потом опять переобуваются в салафи, да, там, суннита, и вот таким образом. Только так можно, по-другому не получится. смотрите, я что Твоя хочу. вообще акида Еще раз, называется. подожди, дай еще раз выпердить, постарается что-нибудь выпердить. Еще раз, какое отношение хадис, который ты прочитал о женщинах, где рассказывается, которые переселились, имеет к женщинам, которые живут со своими мужьями, а твои братья-мусульмане напали на них, захватили в плен их жен, и моя религия, аннулировала твой брак, сказали, и начали их, иметь. Какое отношение этот хадис имеет к этому? Расскажи мне еще раз. Хорошо. Я скажу, только не перебивайте, пожалуйста. Когда вы приводите 4.24, вы указываете на хадис, где сподвижники постеснялись вступать в близость с замужними женщинами, попавшими в плен. Этот же хадис указывает на то, что для сподвижников было Там не нормально. говорится, постеснялись, это аят 33 сура 37, а ты уже путаешь. Нет, слушайте. Это я говорю про то, что антитеррор приводит хадис о том, что
сподвижники постеснялись после битвы, в битве при Аутасе, после того, как взяли пленных женщин. Да. Замужних насиловали. Да, замужних женщин. Они постеснялись и постеснялись. Этот хадис говорит, что женщины замужние, которые переселились, несмотря на то, что у них есть мужья на землях войны, на них можно Это было женщины, жениться. которые переселились, а те женщины захваченные. И с ними, и на них не женятся, как в хадисе, который ты привел. Их трахают, как пленниц, замужних. Какое отношение хадис, который ты привел, третья попытка, имеет к этому аяту? Аузу билля. Во-первых, не перебивайте Вендетта. Антитеррор. Постеснялись. Чего им было стесняться, если для них было нормально свататься к женщинам? Что для них? При чем тут свататься? Им было стыдно не свататься, а трахать этих замужних женщин. Ну, они, когда женились на женщинах, у которых были мужья в земле войны, Понял, что ты воду их за это не пернул? стеснялось? Решил тут поумничать и воду пернул. Ну, говорите, что хотите, но проявляйте хоть немножко терпения. Короче, Ты прояви грубые чуть-чуть, вот эти. 29-й, чуть-чуть мозговключение прояви, хорошо? Ты привел хадис, где говорится о женитьбе, о женщинах, которые переселились от многобожников к мусульманам, о У которых женитьбе есть на мужья. них, а не превращение их в наложницы, то есть трахать их. А этот аят гласит о том, что замужние женщины, которых захватили, они дозволены для секса. Какое отношение этот хадис имеет к этому? Макс, передай телефон Дугину, я бы с ним сразу поговорил бы. Это подождите. Не надо, можешь сам здесь вот так вот обращение сделать. Макса оставь. Еще раз объясняю. Имеет такое же отношение. Для сподвижников не было стеснения жениться на женщинах, у которых уже были мужья, Не многобожники. было жениться не было, но трахать их без женитьбы, превращать их в рабынь, наложниц и трахать их было стыдно. То есть им было не стыдно иметь близость с незамужними женщинами, но почему-то замужними пленницами им было стыдно, хотя они могли спокойно жениться. Как ты видишь, Да, они да. пришли и спросили, Да. зачем они спросили об этом тогда? Объясняю. Они были, объясняю. они прямо в хадисе говорят, они были замужние, и мы постеснялись. И точнее, Потому- мы не стали совокупляться с ними из-за того, что они замужние. Мы спросили об этом пророка, и тогда был вот ниспослан этот аят. Потому что тогда часть пленников Поясняю, отпускали, поясняю. одну часть Дайте мне оставили. тоже. Дайте я тоже прокомментирую. Поясняю. То есть арабы считали, что насиловать всех других женщин, там, которые не замужем, это нормально, когда они захватывали друг у друга и так далее. Точно так же арабы и с матерями делали салам алейкум, я извиняюсь, с сестрами, там, с дочерьми. И специально для этого им тоже ниспослан аят, чтобы они хотя бы с матерями, с сестрами, короче, там, с племянницами это не делали. Но именно замужние, вот символически, они как бы, видимо, в доисламских традициях это их все-таки отталкивало. То есть женщина, у которой есть муж, есть семья, их как бы все-таки не насиловали. Пока не был ниспослан вот этот аят. Давай вторая попытка. Где ты еще что-то учел, что я не учел? Надеюсь, что-то дельное будет. Они спросили, потому что тогда часть пленников освободили, а часть оставили. А откуда ты это взял? С хадисов. Каких? Вы хотите, чтобы я поискал и дал вам их? Да, конечно. Хорошо. Поищу. Макс, а Дугин на работе сейчас?
Что? Вендетта, Вот и сейчас. я вынужден буду тебя заблокировать, потому что ты не по теме троллишь нашего гостя. Хотя, да, у тебя есть огромное там моральное право делать это высказывание, но во время дискуссии это не приветствуется. То есть сейчас у нас какая-то тема идет, а ты вот пытаешься понять, кто по званию свой оппонент там, и так далее. Это не, в дискуссии, какой бы оппонент там вражеский там и так далее, не выглядел там, ты просьба соблюдать культуру общения, пока не закончится дискуссия. Приветствую всех. Я могу Можете пока объяснить общаться, из пока я диалога, ищу, как хорошо? я понял. Да, начались у нее месячные, не начались у нее. Вы хотите, чтобы я ответил мой никнейм? Давай ты ищи аят хадисы, ответь на пармата вопрос. Дело в том, что вы-то привели хадис про переселенц, девушка-переселенец. А Так я ему Хармат 4 рассказывал. раза это сказал. Видишь, он как баран в одну дверь, одну стену все равно долбится. У него цель какая-то, он ангажирован. Он не ищет правды, не ищет истины. У него цель. Мой никнейм. Проблема в том, что они утверждают, что для арабов было постыдным спать с замужней женщиной. Я просто показал, что для них это не было проблемой. Ты ни хрена не показал. Ни хрена. Ты ни хрена не показал. Ты реально такой тупой, что ли? Прочитай еще раз хадис, который ты прочитал. О ком там говорится? О женщинах. 5-й раз тебе это говорят. Алло, 29-й. О женщинах, которые сами переселились, и о женитьбе на этих женщинах. Женщина, которая сама дала развод своему мужу, оставила его, где он есть, переселилась к мусульманам, на них мусульмане имеют право жениться. И это для них не было стыдно. Но для них было стыдно захватить, напасть на соседнюю деревню своих же арабов и иметь там замужних женщин. Что ты привел, чтобы показать, что это было нормально? Где в хадисе, который ты привел, сказано, да нет, они это делали, они захватывали в плен и замужних женщин насиловали. Где в этом хадисе, который ты привел это? Я могу перечитать хадис для вас? Благодарю. Сообщается, что Ибн Аввас сказал, многобожники по отношению к пророку, саллаху алейхи вассалям, и верующим делились на две категории. Те, с которыми они сражались и которые сражались с ними, ахлюль харб, и те, с которыми они не сражались и которые не сражались с ними, ахлюль ахд. И если некая женщина совершала переселение тех, с кем воевали, то к ней не сватались до тех пор, пока она не очистится от следующих месячных. И только после очищения ей разрешалось выйти замуж. Но если ее муж совершал переселение до того, как она успевала выйти замуж, она возвращалась к нему. То есть женщина переселялась, будучи неразведенной. Но
из-за того, что она переселилась и приняла ислам, ее брак Так аннулировался. она замуж выходит, а не рабыней становится. Я говорю, Где там говорится, что ее в рабство наложницы брали? я не говорю о наложницах, я говорю о том принципе, что для арабов не было Ты не проблемы. говоришь о принципе, чтобы замужних женщин насиловать, в котором говорится в аяте. Ты Я говоришь это о не говорю. принципе выходить замуж. А, Ты не видишь разницы, серьезно? Русским языком не владеет он, наверное. Слушайте, я могу Ты закончить? понимаешь, мысль? замуж и просто взять и, короче, замужнюю трахать. Ты Слушайте, не видишь разницы, нет? можно я закончу свою мысль? Тебе я вот вопрос задаю, ты не видишь разницы? Для меня есть Пусть он разница между попробует. измыслом. Пусть Ну, он если попробует есть, тогда что ты разъяснить. тогда воду пукаешь? Я говорю о том, что когда вы Армат, не приводите груби, 4.20, свободе. Предупреждение всем. Не груби. Так не видишь, он прекрасно Я видит, он понимаю, прекрасно но- понимает, все равно пытается тут, короче, выехать. Будь мужиком, признай, что ты неправильно понял, ошибся. я могу продолжить? Да, Благодарю. да, продолжай. Да, разрешаю. Благодарю. Я говорю, что когда вы Сейчас я приводите 4... кефиров буду вас отключать всех. Маршал, как вы, братья? Машло, нормально все. Да, говори, Без кефира. Максистей. Хорошо, я говорю. Когда вы приводите 4.24, вы приводите в аргумент, что арабы стеснялись, и для них это было ненормальным вступать в близость с замужней женщиной. Здесь же я показываю, что есть хадис, в котором замужние женщины переселялись, они не были разведены. Но из-за того, что они приняли ислам и переселились, их брачный союз отменялся, и на них можно было жениться и иметь с ними близость. Максис, у меня теперь к тебе вопрос. Можно было ночью напасть на эту переселившуюся к мусульманам женщину, ночью напасть на нее, захватить и увезти в рабство, а потом иметь ее. Можно было? Нет. Нет, Ну нельзя. тогда в чем, какое вообще отношение это имеет к этому аяту? Потому что я говорю... И вы не вообще-то, учитываете с это чего как ты подход. решил аргумент, что они стеснялись? Причем тут Макс, они... мы Где щас ты будем- видел, что в этом как аргумент использовали? Мы Потому что сейчас знаете, будем как по говорится. кругу Другой ходить. вопрос. Где ты видел, чтобы мусульмане Один вообще момент, чего-либо один стеснялись? момент, В том один числе и момент. арабы. Подожди, Один радикал, момент. подожди. Один момент. Сейчас, Макс, мы будем ходить по кругу. Уже мы ходим. То есть это вообще разные две темы. Тут речь идет о захваченных секс-рабынях. Тут же идет речь о женщинах, которые отреклись. У них от рядом этого. вот мужья, радиомаршу. У них рядом мужья захвачены, и эти женщины захвачены. Я... Да, да. Как раз таки это наоборот аргумент в пользу того, что там происходило насилие. А в этой ситуации тут как раз таки женщина, она отказывается от прежнего брака, переселяется к мусульманам и выходит уже замуж, как и подобает мусульманке. Братья, можно я кое-что скажу на 2 минуты? Вот мы, армяне, грузины, некоторые лезгины на территории Азербайджана, которые сейчас живут, не все приняли ислам, а вот мусульмане, которые с севера, именно Кавказ, там, ингуши, чеченцы, чеченоговорящие точнее, осетины и там другие, они все что-то всегда против нас имеют, всегда хотят нас Так, куда-то это на что за что-то кефир зашел? наставить. Это Нас что за куда-то кефир на зашел? что-то хотят наставить. Когда нам говорят, примите ислам, примите ислам, примите ислам, вот это вот, постоянно они до нас докапываются. Так, Вот сейчас кефиров будем блокировать здесь всех. Кефиров? Радиомаршу. Да. Я просто хочу сказать, что в исламе брак отменяется
посредством переселения женщины на земли ислама и посредством плена, потому что они обе в данном случае оказываются на землях ислама, просто разными Вот. путями. Они, короче, сделали так, чтобы сделали Это так, чтобы обобщенный принцип. насиловать Стоп, дозволено стоп, не было. перебивай, радикал, не перебивай. Вот смотри, поясняю. Живет семья, любимый муж, любимая жена, дети. Приходят какие-то, петушня какая-то там, будановцы, я не знаю, кто угодно. Нападают, порабощают этих людей. Вот эта жена, которая любит своего мужа, с ним живет, любит своих детей. Там кого-то даже замочили мужа, у кого-то сына замочили. И взяли эту женщину для объекта насилия. Это одна ситуация. Да. Другая ситуация, когда женщина не согласна вот Знаешь, этому как, прежнему знаешь, как браку. это арабы таких девочек называют? Ахрам Подожди, называют. я закончу, Ахрам все-таки закончу, радикал. Подожди, ты какой-то провокационный. Другая ситуация, да, когда женщина не хочет жить с мужчиной, с которыми у нее расходятся взгляды, верования, там, ценности и так далее. Она его покидает и уходит в свою среду, которую она считает себе приемлемой. То есть по собственному желанию, воле. Понятно, да? То есть очевидная разница. Да, разница очевидна. Но, как сказано в хадисе, это относится к женщинам, которые перешли из земель войны. Это дебил вообще, он мозги здесь пудрит. А вот женщина, которая перешла из земель союзников, Ахль-Ахд, ее брак считается действительным и на ней не женятся, к ней не сватаются. Тут вопрос в том, что пленница, что женщина с вражеской территории, которая пришла самостоятельно, ее брак аннулирован, следовательно, она доступна для сватовства. Если она это пленница, понятно. мужчина может... Смотри, Макс, это Да. понятно. Это с точки зрения твоих религиозных убеждений. Но мы сейчас подходим к этому вопросу с точки зрения морали. То есть в одной версии мы видим, что происходит насилие против воли. В другом случае мы видим абсолютно добровольный поступок. Да, Понимаешь? добровольный акт. Да, добровольный акт. То есть это абсолютно разные, то есть с точки зрения человеческой морали, там, логики, но с точки зрения там, религиозных убеждений, то у кого-то в религии есть там, несколько мужей, например, за нескольких братьев выходит одна жена. У них это как бы приемлемо, это наоборот их ценности и так далее. Но мы как бы, вроде бы мы вот сейчас, кто общаемся здесь, мы, для нас вот эта вот среда, для всех, она насильственна, там, изнасилование женщин, я думаю, что у тебя тоже, там, я не знаю, в совке или где ты там воспитывался, или в постсоветском пространстве где-то, то для тебя насилие все-таки, изнасилование, это должно быть неприемлемо. Если такой человек попадает даже в России, которая, я вообще вижу негативное, да, для себя, вообще Российскую Федерацию, вот это политическое образование, оно для меня полностью вражеское, потому что мы находимся в состоянии войны. Но при всем при этом, человек, который с вот таким убеждением попадет куда-то в места заключения, он попадет под нары. И это как бы с одной стороны, да, там бачи-бази происходит, но то, что наказывают, методы наказания, они неприемлемы, а вот то, что все-таки, скажем так, мораль, да, какая-то, вот, она сам существует. Даже получше, чем, скажем так, в божественном, как нам преподносят.
Да, я понимаю, о чем вы говорите. Просто я это к чему веду? К тому, что антитеррор, что другие говорят, что у арабов это не было, что для них было зазорно спать с замужней женщиной, и что ислам их хуже сделал и так далее. Я указал на это просто, чтобы сказать, что для них это было нормально. В принципе, если женщина перешла со стороны врага, это нормально. Так ты неправильно указал. Неправильно. В чем я Все ошибся? еще остается открытым, что для них не было нормой насиловать замужних. Да, да. Незамужних было нормой, насиловать замужних было не нормой. Я И то, что объясню. ты привел, не имеет никакого отношения к насилию замужних женщин, что для них было стыдом. Или почему они тогда пришли и спросили у него, можно ли это, если у них это в порядке вещей, они не спрашивали у него. Ребята, всем салам алейкум. Приветствую. Алейкум Да? ассалям ва Совершенно рахматуллах. верно. Если бы это было бы для Вы, них в пацаны, порядке вещей, вы, пацаны, они об этом не вы, спрашивали бы. И просто был Вы, бы ниспослан пацаны, аят, если это запрещается. вы, Как ниспослан аят, где запрещается, где говорится вам запретны ваши матери. Точно так же был бы ниспослан просто аят. Вам запрещены замужние. И это бы они спрашивали, потому что часть заложников тогда отпустили. Потому что Аутас – это часть битвы при Хунейне, и к пророку, саллаху алейхи вассалам, и сахабам пришли люди. И им дали выбор, что вы хотите взять. Вы хотите взять свое добро или своих людей. Они взяли людей. А часть, которая не пришла, которая там осталась в башне укрепленной, они не пришли. И вот об этих пленницах и был спрошен. Нет там этого, где-то в Тавсире 4.24, где-то Это не это... в Тавсире, это в хадисе. Ну зачем ты хадис приводишь к Тавсиру? Мы тебе аят говорим из Корана. Потому что Тавсир Ни в приводит одном хадисы. Тавсире об этом не говорится. В Тавсире говорится, при каких условиях. Говорится, в Аутасе имам Ахмад передает, что мы захватили несколько женщин в плен в бою при местечке Аутас. У этих женщин были мужья, и мы не стали совокупляться с ними из-за того, что они замужние. Мы спросили об этом пророка Сац, и тогда был ниспослан аят «Валбалай, балбалай». И замужние женщины, если ими овладели ваши десницы. Этим аятом мы дозволили себе совокупляться с ними. Я говорю о тех хадисах, которые не приведены конкретно в Тавсире. Да, именно они там говорят, что они себе этим аятом дозволили. То есть пока этого аята не было, они этого нахрен не делали. Что ты повторяешься опять? Я говорю, что они Так, спросили это, Макс, потому что Макс, часть этих мы отпустили. сейчас, смотри, мы как бы общались, да, тут с тобой грубили некоторые, я призывал соблюдать там культуру общения, но сейчас мы ходим по кругу. То есть тебе Я четко понимаю. здесь привели доки, да, все, и у тебя какая-то вот ты куда-то гнешь, ну нету там никакого этого выхода из этой ситуации. Ну, Сейчас у слушай, Я- нас тут еще гости зашли, вот слушай, Фикс брат, плюс слушай, есть. мне тоже зовут Макс, а ты можешь сказать кому там, я не знаю, кто такой Макс, другой. Ну, я Он вам... мне Максис. Бисмилля, говори немного, тебе тоже перекину микрофон. Бисмилля, там можешь сказать, что хочешь, блядь, у меня родители такие, Только что... не это самое, не груби, Тебя не груби. тебя поставят, и ты будешь в ногах сидеть, блядь. Кто ты такой вообще, что Смотри, там без... алло, подожди, не груби, можешь нормально общаться. Я еще все-таки как бы закрыл на это все глаза. Можешь какую-то тему обсуждать, дискутировать. Если не хочешь, чтобы бисмилля, не проблема, я тебе могу не говорить бисмилля.
Дальше. Говори, Фикс. Фикс или Макс. У тебя микрофон только выключен. Включи микрофон и говори. Ребята, вы не думайте, что вы такие умные, да? У нас, знаешь, круглый мир, понимаете? Все вот идут. Ты задолбал умничать, выперди, что ты хочешь там сказать. По теме говори. Ты будешь много въебываться, мы тебя вымем, Так. понял? Так, Ты- пошел нахер. Два слова Ладно, сказать не, не не может, буду, кто-то не материться. не буду слишком грубить. Короче, пошел вон отсюда. Я, правда, если терплю здесь кого-то, люди не терпят вот эти вот. Ну, не буду грубить, короче. Давайте, кто еще хочет. Радикал, ты хочешь высказаться? Маша, я хочу сказать кое-что. Я не Да, буду пожалуйста. сейчас вести эту тему по кругу, потому что я понимаю, что вы все устали от нее уже. Я просто хочу сказать то, что если бы я не наткнулся бы на другие хадисы относительно битвы при Аутасе и Хунейна, я бы не говорил бы об этом. Я просто говорю о том, что Не говори. Представляешь, просто этот полупокер через 3-9 земель думает, что он нашел какие-то хадисы, которых, оказывается, ни Ибн Касир, ни Джалалейн, ни Ибн Аббас, ни Асади, Абу Адель. не Абу Адель, да, не все эти тавсирологи, муфассири, которые всю свою жизнь положили на изучение религии, не нашли, а этот полупокер нашел. я такое не говорил. Эти хадисы есть. Они обсуждаются, просто они не приведены в тафсир. Они такие же хадисы, которые ты прочитал еще раньше про от Ибн Аббаса. Это такие же хадисы, да? А почему Сахих Муслим, который на этот аят указывает, почему об этом не говоришь, о муслиме, который подтверждает, что этим аятом как раз-таки они себе дозволили отникахать этих женщин? Почему муслима кинул? Объяснишь? Я муслима не кидал. Как у тебя прямо в муслиме говорится, этим аятом мы позволили себе. А ты, полупокер, заходишь и говоришь, да не, они и раньше делали это. Так прямо в этом хадисе говорится, этим аятом мы позволили себе. То есть до этого аята они себе это не позволяли. Да, Муслим, Ат-Тирмизи, Ан-Насай, Ибн Джарир. Сколько еще подтверждают это? До битвы при Аутасе было еще множество битв, где были замужние женщины, попавшие в плен тоже. Хадис, приведи. Что ты тогда это не приводишь? Какого хрена ты вообще не имеешь отношения, хадис привел? Иди приведи, где они до Аутаса плен замужних брали и их, короче, не кягали. Приведи. Я говорю, они брали в плен до этого. Приведи, я тебе говорю. Антитеррор. Я думаю, вы спокойнее. Что ты думала, это твои проблемы. Иди, приведи, прочитай. Где эти хадисы, которые они до Аутаса брали замужние и не кягали? Где? Все, дальнейший диалог конструктивный невозможно вести с Максис, я считаю. Против него ничего не имею лично. Да, Проблема в том, что уже мне, как чтобы бы я сейчас вижу, привести что эти мы хадисы, мне надо их поискать. Сейчас, Сразу вот их не могу смотри, предоставить. Макс, почему другие спикеры, да, там, или там участники дискуссии нервничают, короче, там, я не знаю, на личности переходят, кто-то там пародирует тебя. Тут тема, проблема в том, что ты как бы вот по кругу, да, там кто-то может это там терпеть часами, а кто-то не может. То есть тут уже явно мы ходим по кругу.
Поэтому или что-то другое, да, тему мы меняем, либо там, я не знаю, другой спикер поднимается Хорошо. там. Такая Хорошо. ситуация. Хорошо. Тогда закончим эту тему. Нет, ты ничего не закончишь. Ты все ее закончил. Ты идешь искать хадис, что они до Алтаса не тягали замужних женщин. Все. Ты закончил. Иди, когда хадис найдешь, вернешься. Я сказал, они до этого брали замужних женщин в плен. Хорошо, иди, найди довод и приведи его. Когда ты приведешь, поговорим. Иди. Хорошо. Тогда я выхожу или остаюсь? Иди, найди мне противоречие еще одно в исламе. Иди. Я буду использовать его как аргумент. Смотрите, эти тупые, бараны до Алтаса этим занимались, но в Алтасе тут говорят, что этим аятом себе позволили, Еще одно противоречие в исламе плюс. Иди, найди мне это, сделай одолжение. Да, самый кайф будет. Муслим, Ат-Тирмизи, Ан-Наса, Ибн Джарира, Ибн Касира, Абу Аделя. Всех, противоречия. Как говорится, всех такфирят, а когда про них заходит речь, сколько у них противоречий, они этого не замечают. Только удобные хадисы приводят, чтобы говорили, вот, смотрите, какая мы мирная религия. Радикал, ты сейчас вот в эфире должен шахаду произнести. Я мог бы, я с ним спокойно говорил бы, мне просто меня из себя вывело то, что он зашел. Я там слушал, и на меня-то антитеррора, но я нашел те вещи, что они не учли. Думаю, опа-на, что за интересная тема, критику приму. Очень люблю критику, стану еще умнее, еще точнее. Решил выслушать. Пукает в воду. Чувак, тут, никакого отношения к этому не имеет. Все равно пукает одно и то же. Антитеррор. Могу я вам задать вопрос? Нет, не можешь. Хорошо, тогда я иду искать хадисы. Да, вот когда найдешь, тогда задашь вопрос. Хорошо. Макс Дугин, Нормально. ассаляму алейкум, передай. Можно мне вопрос Да. задать? Да. Сейчас скажите, пожалуйста, есть ли сейчас люди, вот исламские ученые, либо какие-то люди, которые имеют полномочия отменять хадисы, то есть считать их недостоверными? Сейчас, в данный момент, такие люди существуют в исламском мире? Бухари, Муслим, если будут опровергать, это выход из ислама, Если вы здесь чуть-чуть задержитесь, my nickname, вы увидите десятки таких ученых здесь. Один из самых главных, одиозных, это ПМ такой, ПМ, ТТ, Аслан, по-разному он там зовется. То есть тут вообще есть, которые плевали на исламских ученых, есть ученые, которые говорят, что достоверные хадисы Сахих, Бухари, Муслим пишут евреи. То есть разные бывают вот эти пациенты. Это понятно. Серьезно, то они могут, если какие-то аргументы приведут, то какие-то, я не знаю, где это, что иснади новые, скажем так, вот эти муфассири, только им нужны будут аргументы. Но в основном на все сборники еще не сделано вот это исследование. Их 65 сборников, и на все еще нету вот этого исследования и разбора, достоверный или недостоверный. Просто они как бы... Есть там лазейка у них, компроматы на всех вот этих передатчиков хадисов, как обычно в исламе, как бывает. Там один ученый сказал, что он придурок. Другой ученый сказал, что он умный. Другой ученый сказал, что он, чуть-чуть умный был, но потом стал бараном. На каждого у них есть компромат, и, естественно, они в любое время могут отменить любой хадис. Но я вот как Есть такое. человек со стороны, с ученой такой, как сказать, как с научной точки зрения, я вижу, это используется как политический инструмент. Наверное,
Наверное, интернет Это есть прерывался. Сейчас политика еще по раз. захвату новых плодородных земель. Арабы просто в этой пустыне, эти бандиты, слишком размножились, и им нужна была уже плодородная земля. Сначала они как мигранты мигрировали под Персию, а потом открыли ворота врагам. Сегодня Всегда метод евреи один и тот же. Сначала они как плачут и идут как беженцы, а потом уже становятся, вот этим, те, кто открывают ворота своим вот этим братьям, врагам этой страны. И потом страну всю захватывают, плодородную цивилизацию. Потом обсирают всю эту страну и цивилизацию, и, там друг друга начинают резать, инцестом заниматься, ослозаврством. Вот так они весь мир обсирают. Так Так, сегодня спасибо Европу большое за ответ. обсирают. Просто для чего я хотел это убедиться, я могу ответить как бы. То есть я считаю, что если бы хотели вот эти ученые, скажем так, исламские, сделать из ислама мирную религию, они бы уже бы это сделали путем отмены хадисов, например. Но они, видимо, это как бы считают нормальным, и либо это требуется в политических целях, чтобы использовать это в дальнейшем. Вот. Тот же хадис про Айшу, я так понимаю, они бы могли отменить, например. Там их слишком много. Там их 30, более 30 штук. Сахих хадис. Бухари, Муслим. А Бухари и Муслим хадис приравниваются к аяту. Один хадис Бухари и Муслим достойный сахих, если не принимаешь, это выход из ислама. Как непринятие аята считается. Все понятно, культура такая, я понял, все, спасибо. То есть культурное влияние большое уже слишком. Так, у нас еще один гость, Эрнесто Че. Место Че Гевара. Да, добрый вечер всем. Я вот писал в чат то, что вот у царя Соломона, как мы знаем, да, у него была печать в виде звезды, правильно же, который он подтверждал свое решение. И вот, насколько я знаю, то, что еще в других религиях была такая же печать, она была вроде звезды, в виде звезды. В каких-то других документах упоминается то, что это сатанинская звезда якобы. То есть, как я предполагаю, то, что все то, что недозволено, завуалировано под дозволено, правильно? На нашем флаге, который есть в чеченском гербе, они тоже считаются таутским. И вот эти муджаиды превратили их в какие-то шестеренки, шестигранники, Представь посягательство на герб и флаг страны. Это же, если у нас сейчас страна не была бы оккупирована, это карается, Зато флаг Палестины халяльный. На ней халяльные звездочки. Вот, да, то есть как это все понимать, то есть это, если так издалека это все, просто, если даже не знать, там, допустим, ты не знаешь ни одну из религий, и просто начнешь хотя бы как-то немного усугубляться, да, в это, понимать то, что вот откуда это все пошло, даже вот у Муцураева, да, песня там, когда вот купца он якобы там отправил, да, в другое место, чтобы от смерти избежать, да, то есть вот, то есть это же колдовство в какой-то степени, правильно же? Это же не то, что мы видим, то есть, это же колдовство, это какие-то там магия какая-то применена, или там даже не магия, или там, как это объяснить, да, то есть, интересно мне просто. Если быстро хочешь понять, пакт Умара, прочитай просто. Хорошо. И все. Хорошо. Огромное спасибо, у меня все. Так, кто у нас? Я вот еще этот хотел Фикс. высказаться. Окей. Я полагаю, многие мусульмане вот смотрят нас сейчас, я так думаю. И хочу сказать, что для нас вот здесь это просто диалог, просто слова. Но вы поймите, где-то сейчас, в данный момент, возможно, людей
по этой доктрине режут, убивают и всякие делают непотребства. Это для других людей, которые имеют полномочия это делать, военные там, для них это вот написано, это не просто слова, не просто диалог. Для них это к действию, то есть как бы побуждение к действию, как надо Это действовать. совершенно верно. И пока вот эти, пока Лубянка, короче, вот этот, короче, не начала вот эту пластинку снова, чтобы из нашего народа там тысячи, десятки тысяч, чтобы наши парни, мужчины, женщины пострадали, мы упреждающий удар делаем. Как Россия сейчас начнет оттуда выводить свои войска, они там оставят оружие, как сделали в Афганистане, напичкают свою агентуру, вот эту всю шваль со всего земного шара, всех террористов туда привезут на Ил-76. И, короче, начнется у нас Афганистан 2.0 строит. И Путин скажет, я же вам говорил, что они халифат строят. В 2002 году. Давайте вводить мирные войска, мир устроим. Путин или Путин 2.0, без разницы. Без разницы. Там, даже Может, если еще обезьяны одну будут. попытку дадим вот этому фикс плюс, он опять там руку тянет. Есть смысл? Аллах прощающий. Может, все-таки как бы попробует он сформулировать там свой вопрос или прокомментировать что-то. Ну, конечно, есть смысл. Вы же сами, Саляму алейкум вы же ва-рахматуллах. сами знаете, что это. Я просто не мусульманин, да, привет тебе тоже. Да просто чересчур тут есть всякие наши моменты. Мы же живем в Израиле, знаете. И не дай бог кому-то что-то станет, мы всегда поможем. А вот люди, которые тут заходят и там что-то про ислам что-то говорят, что типа мы плохие. Я половину типа, Как раз я таки тоже ислам узбек. говорит, что вы плохие. Я узбек, но я не люблю слушать такие вещи, что типа Ну, вы... это, вы- извини меня, как Тумсо сказал, это нравится, не нравится, это твои проблемы. Ислам говорит, что евреи плохие, это не мы говорим. А кто говорит? Ислам говорит. А ты кто? Ты не мусульманин? Я, альхамдулилля, муджахид. Этот человек, походу, пьяный, что с тобой взять? 5.57 Хватался, можно не понимает, прочитать. что говорит. Удачи 5.57. вам. Я Удачи, могу удачи засчитать. вам, ребята. Дайте вот реально вот так, чтобы слово даже показать вот в ТикТоке. У меня есть всякие блоги, которые я веду. Вот ислам сейчас уже идет в полную жопу. Я вам сразу в лицо говорю. Астоперло. Потому что вы сами поймете сейчас уже скоро, что вы ведете эту хуйню, которая война с христианством. Аузу да. билля, Вас, типа, аузу билля, аузу билля. Так, зачитываю. Сура 5, трапеза. То есть Майда, да, трапеза. Сура 5, 51 Ты аят. думаешь, он будет читать ее сейчас? Ему вообще похуй, он бухой. Подожди. 5.51. Эльмир Кулиев. О те, которые уверовали, не считайте иудеев и христиан своими помощниками и друзьями, поскольку они помогают друг другу. Если же кто-либо из вас считает их своими помощниками и друзьями, то он сам является одним из них. Воистину, Аллах не ведет прямым путем несправедливых людей. Аузу билля. То есть ситуация вот такая. Тут предписано, да, человек, он нормальный парень, с одной стороны, но вот такой вот аят с другой стороны. И получается так, что если ты
практикующий, верующий муслим, ты должен этому придерживаться. И пофигу, короче, что ты там своими грязными мозгами думаешь, помогли тебе, друзья у тебя или что-то еще. Аят говорит, что нет, у тебя нет друзей. Даже там хадис есть, да, когда какой-то сподвижник идет, а за ним идет сзади еврей. И он ему так этим достает там меч или кинжал ему под горло, еврею. Там пророк сказал, что от вас, кроме плохого, там типа ничего невозможно ожидать. Что ты делал, короче? Ой, Колись. брат, как я Од- люблю вот твои слова. Один момент. И говорит ему, колись. А тот говорит, да, признается, я твою тень топтал. То есть шел сзади и твою тень топтал. Вот такие вот предписания религиозные, они ничего хорошего там не учат ничему. Не, ну по большому, брат, по большому. Ты откуда? Я чеченец, Чеченская Да, республика откуда? Где Ичкерия. ты живешь? В данный момент в Австрии, Вене. Вена Австрия. есть Я в такой город. Афганистане, альхамдулилlah, в Кабуле, под мостом. Да, там все вот, алхамдулилlah. Сказал бы Слушайте, еще в ребята, Саудовской Аравии. слушайте, ребята, я вам так скажу. Есть такие вот ролики, что я вижу в интернете, что просто нас позорят. А вы делаете, что хотите. Вот, да, мужик, да, красавец, там, боец, да, дал по башке. Это уже ваше дело. Я думаю, что надо вот все-таки нас родители воспитали так, что надо уважать и надо воспитывать даже молодых, которые с тобой, надо объяснять им, понимаешь, чтобы они не дрались. Вот я так и вот, вот так вот я это воспитываю. понятно. У меня Когда знакомые ты вот человека эти воспитываешь в духе морали, в Да как? духе, Да, это я не могу их воспитать. Это в друзья. духе Я их воспитываю. нравственности, когда ты людям разъясняешь о добре и зле, о друзьях и Нет, врагах. это друзья. Вот я это беру на Нет, себя. это Я беру на нормально, себя, это брат. Я человеческое, беру. это естественное. Но когда тебе Спасибо. предписывают Спасибо. вражду и любовь на пути Аллаха, как бы без Ой, твоего Аллах. участия на Аллах. это, да, без каких-то критериев, вот кто-то хороший поступок совершил, это значит добро, это хорошее, это друг. Он тот какой-то тебя по башке ударил, это плохой поступок, это тебе враг. А тут тебе говорят тупо свой-чужой. То есть, если это как и ты, там, Ахлюсуна, там, туда-сюда, Какой, то в найди ему там смысле, 70 чужой? оправданий, хоть это недостоверно до конца хадис, но им пользуется много людей. То есть, ему следуют многие. Я думаю, вы чересчур переклинили это, что можно, нельзя. Нельзя. Короче, друг, Нельзя. я извиняюсь, я тебя пока туда, в эту... Брат, по нему же комнату. видно, что он немножко не Да. трезвый. Я тебе, короче, в штрафников это самое туда, на их место чуть-чуть переставил. Как бы в следующий раз как бы заходи, всегда добро пожаловать, только не в таком состоянии. Так, кто у нас из желающих подискутировать, прокомментировать что-то, задать вопросы? Есть такие? Так, Фикс, перестань проситься. Приходи в другой раз.
это, как говорю, для тебя, в твоих же интересах, тебе самому лучше сейчас. Не нужно что-то Подождите, накидывать. братья, сейчас же месяц Рамадан, правильно? Что, уже по Нет, второму нет, кругу, прошел что ли? уже, Повтор? прошел уже. Видно, прошел, пацан сразу наблатыкался. Да там, в принципе, Рамадан вообще пролетел над человеком, он вообще не почувствовал даже. Так, давайте. Мне вот что Комментаторы. интересно Окей. выяснить вообще для себя такой вопрос. Все, времени нет. Вот, например, у евреев в государстве Израиль, которое является религиозным государством, там существуют христианские, то есть в Иерусалиме христианские места, как бы христианские храмы, и они существуют, никто их не закрывает, ничего такого нет. Есть ли такое вот в странах, где исламские страны, например, в Афганистане, есть ли там христианские какие-то храмы? Разрешено ли там это государством? Вот мне интересно. Это не разрешено, запрещено на уровне религии. То есть религия, ислам запрещается это. Строить для кефиров там храмы, для иудеев. А вот насчет иудаизма я не знаю. Даже если это запрещено, я уверен, что люди как бы могут это Да, подстраивать вообще, ко иудеи, времени, там, к ситуации, в отличие вот от... вообще, по сути, иудеи тоже закрывают эти же, ну, христианские церкви и так далее. У них тоже есть, с одной стороны, какая-то ненависть к христианству. Я очень много раз таких встречал. Но они, те церкви, которые там и есть, патриархия, которая там и есть, она тоже ущемляется, с одной стороны. Так как и со власти, так и с этого, самого народа. Так, вот тут зашел один матершинник в комменты. Можешь тоже подняться, подискутировать. Ибраим, одну Только, жирного имама дайте мне, ради Аллаха. да, только просьба не петушиться здесь. Всякие там террористические угрозы, вот это петушинство, оно не приветствуется здесь. Но если там конструктивный диалог, критика, пожалуйста, соблюдая культуру общения. Но в православии тоже же есть заповедь. Так, гостю позвонили, как я понял. Алхамдулилля, мы православные, мусульмане, во Христе, Аллах воскресе, алхамдулилля. Нет, понятно, просто вот сколько вот не задавал вопроса, допустим, то, что вот когда именно не укради, когда это уже считается грехом, либо не убей, когда считается грехом, да, то есть когда ты с семьей и к тебе лезут какие-то грабители, которые угрожают тебе физической расправой, тебе и твоей семье, да, и ты совершил какое-то убийство, тогда это уже грех. Либо когда там беременная женщина какая-нибудь, да, в наше время, когда там разные семьи бывают, да, там с грудным ребенком, допустим, молока нет у него, чтобы ребенка покормить, это в каком-нибудь супермаркете что-то дернет там, тогда это тоже грех получается. Потому что даже при... Ну, пророка молоком кормил даже его дядя, Аллах ему, короче, молоко давал через, короче, грудь дяди пророка. Даже Айша кормила этих, как их называют, халифов пророка Мухаммада. Его армию кормила, его сподвижников кормила, много кого кормила. Веселый, Брат, молодчик. Веселый, здесь молодчик. обсуждают ислам, не христианство.
И, Я кстати говоря, считаю, и, кстати христиан говоря, вообще. через это так-то они становились братьями. Я просто к тому веду то, что, ну, для чего-то, ну, понятно, что испокон веков с помощью религий управляли людьми, народом управляли, да, то есть это было проще, это было удобнее, там, допустим, если ты где-то живешь на Кавказе, ты такой агрессивный, да, там, ты такой, ну, в меру такой, да, эмоциональный, там, тебе религия, которая тебя будет успокаивать, допустим, да, то есть если взять те слова, которые Екатерина... Агрессивными эта религия сделала кавказцы. Как раз таки кавказцы должны быть спокойными. Нет, да, я согласен. Я к тому, то, что, ну, исходя из всего, это получается то, что как люди, человек в какой местности находится, в каком полушарии земном, где он находится, да, то есть то он получил свою религию. Как вот и говорила Екатерина Великая, да, то есть вот русский бунт, он непоколебим. Насколько я знаю, читал то, что она была из падших женщин одной, да, то есть Мусульманка. она франкмасонка была изначально. Стопила. И вот как бы... Аузу билля. Интересно, зачем ей было муфтият создавать мусульманский, который прямо в этой религии говорится, что нужно убивать русских и насиловать их женщин. Зачем ей это нужно было? А она же была против этого. Это же случилось, как вот ее же Петр Первый, получается, привез, если я не ошибаюсь. Когда вот он окно Европы прорубил, когда уже там по истории читали. Для чего создавала тогда? Она ненавидела русский народ. Она их хотела, их искоренить их хотела. Вследствие этого она и создала это все. Потом же, когда Петр приехал уже, когда с командировки с Европы, то есть приплыл, да, то есть потом начали уже рубить бороды, там начали там какие-то нововведения, какая-то мода новая пошла, да, то есть, ну, это нормально, когда, допустим, мужчина с бородой, да, то есть зачем? Она сделала все под европейский стандарт. А тогда на те времена еще Европа ненавидела, ну, я считаю. Ну, она и так была дорогая, то есть раньше же ее топором обрубали, только могли себе, это богатые люди достаточно такие, позволять носить ее. Про ислам у вас есть вопросы? Нет, у меня нет, спасибо. Так, по комментам есть у нас что-нибудь интересное? Ребята, вы смеетесь, да? Я посмотрел бы на вас, жил бы в жаре плюс 70, не только, короче, верблюжий сок пил бы и молоко. Да, у меня тоже вопрос. Чувак, который мог Луну расколоть, какого-то черта, вместо того, что спектакль устраивает перед кефиром, Луну раскалывает, какого-то черта не сделал 1000 колодцев. А ну-ка, давай, Аллах, чтобы мне больше поверить, 1000 колодцев. Нельзя было так. 1000 колодцев, 1000 саун, 1000, короче, туалетов. Давай ко мне. Мне лучше поверить. Вот так нужно было делать. Почему-то у Аллаха, Мухаммеда мозгов не хватило для этого. Вообще, я вот могу высказаться, послушав вот все вот это, что здесь происходит. Я вижу абсурд в том, что фактически это как юридический документ, вот Коран, хадисы. Но сейчас 21 век, люди живут по этим документам, которые для 8 века. Может быть, тогда-то они были актуальны, но сейчас человечество уже вперед насколько продвинулось. Морально, этически там люди... Не живут, призывают других жить. Как раз таки, если они нам полностью показали на своем примере, как нужно по законам 7 века жить, весь мир понял бы, что так жить нельзя. Как раз таки не живут по этим законам Корана Аллаха и хадисам пророка, не по шариату.
И если бы мы увидели хоть один народ полностью придерживающийся вот этого всего, ни один человек бы так не жил бы. И понял бы, Ну, что так что-то жить нельзя. что-то похожее в Сирии, Ираке, вот буквально в 12-14 годах. Там вот такое максимально приближенное что-то к вот этому Корану Сунне было. И сегодня в Афганистане там максимально похожее что-то на Коран Сунну. Вот такой исламский ученый шейх Саситлинский говорил, что Мавритания тоже шариатская там страна, более такая приемлемая, и предлагал переселиться туда. Малайзию приглашает всех мусульман. Максимально приближенная ситуация должна быть полностью соблюдать Коран и хадисы, сунну пророка. А там уже, если все соблюдать, там вообще мама не горюй, короче. Там нужно пересесть на любыми транспорт, только ишаки, и иногда верблюды. Но максимально он ездил на ишаках. Один раз он только сел Даже на в такси лошадь. нельзя ездить, потому что во времена пророка не было такси. Да, Даже да. на такси нельзя передвигаться, только на Телефоны, верблюде. брат, кефирский Ма- интернет. Вообще таксистам работать нельзя. Кстати, вот здесь Даже в много есть машине нельзя ездить, брат, даже на конях нельзя ездить, чисто на верблюде и Ну, все. это как бы они обходят, а вот то, что нельзя кучером быть, таксистом, и вот эти муджаhiды, которые здесь в Европе, Ахлю Сунна валь Джамаа, каким-то образом остались Ахлю Сунна валь Джамаа муджахидами, есть некоторые, которые работают в такси, потому что там нельзя один на один Аллах не даст им рая, с Аллах не чужой даст им рая, женщиной все. оставаться в одном помещении. Третий шайтан, алло, 29. Аллах не даст им рая, брат, за это. Даже с женой собственного родного брата нельзя оставаться. Повезти ее в больницу, Да, в потому что, магазин. Да. потому что у них есть этот инстинкт, ну ты сам понял, кого. Даже жена брата дозволит. Там не инстинкт виноват, там Иблис сразу рядом садится и говорит: давай, пока махраму нет, давай разок, ничего страшного, давай. Иисович виноват. Или говорит, давай под крышей в другое место, в другое отверстие, Аллах не увидит. Так, вам обоим предупреждение. Этот, как его, Вендетта, я, короче, один момент вспомнил. Я у брата двоюродного в Сочи оставался, а у него есть свое, типа, понял, общежитие. И там жили вот эти узбеки, таджики, казахи. Один раз я их увидел, а они, ну, свинину кушали, короче. Я спрашиваю, мужики, вы же мусульмане, вам же нельзя свинину кушать. А они сидели под навесом. Этот узбек встает, говорит, под навесом можно, Аллах под крышей не видит. Я отвечаю, в этот момент, Свой тафсир издал. я клянусь, говорю, я в этот момент меня как прорвало просто. Там кушать нельзя, вот так нельзя утверждать. Там есть одна сторона, если ты знаешь, какая сторона, вот одну сторону можно. Но тут приблизительно я бы съел правую сторону, Это потому что недостоверно. Аллах правша. Это недостоверно. Ну, как бы можно применить при необходимости. А сторону, это смотря с какой стороны посмотреть. Ты можешь сначала с правой стороны посмотреть на левую, спиточка, а потом с левой на правую. с пятачка вниз, вот в лоб пятачку Да, посмотреть. желательно. От пятачка пятачок с правой первым. стороны. Надо сметаной намазать, чтобы очистить свинину, потом кушать, понял? И чтобы Нет, она прогорела хорошенечко. Подожди, самое интересное тут, короче,
Мусульмане бухают, пьют, короче, наркотики, все Не, делают. брат, это Вот только сунна, это свинину. сунна. Это Это свинину сунна, не брат. делают. Это сунна, братан. Бухать, курить это сунна. Если у вас вы не задавались вопросы, а почему ее Я запрещать, задавался. если ее нету в пустыне, какая свинья там? Я, там? А я знаешь, задав... почему ее не запрещали? Потому что наш пророк Мухаммед, который совершал вот эти набеги, резал там народы, делал травлю, делал рабство, он в это время как раз-таки был не в трезвом состоянии, поэтому он это и не запретил. То, что бухать, курить, Не, делать просто пятое, подумай. десятое можно, а Задай свинину себе нельзя. вопрос. Почему, зачем запрещать свинину, которой нету в пустыне? Не, Вообще я зачем? задавался Да, вот это тоже красиво, вопросом вот это тоже хорошо было сказано. относительно свинины. Почему вот у нас, например, у чеченцев есть там алкаши, наркоманы, всякие там прелюбодеи. Потому что под крышей сидят, бухают, Аллах не видит. Да, а вот свинину все равно не хавают. Свинину все-таки это в культуре, это не в зависимости от ислама. Вот бацпийцев, если взять, они даже христиане, они не едят свинину. О, у меня друзья, у меня в Грузии друзья базбицы есть. Случай расскажу из жизни. В Татарстан поехал, короче. Ну, короче, по каким-то делам. И там меня встречают, короче, мой дядька позвонил одним. И меня дадут машина встречает. Мы пересели и сразу едем за святой водой. И там меня магазин заводит, эти татары. Там 50 вот этих краников, где разное пиво. Прямо в кран. И, короче, не помню, 6-7 бутылок заполнили. И там закуски у них стоят на полках. Я смотрю, короче, выбираю. Я говорю, это что? Свиные уши, брат, знаешь, как с ним классно пиво пить? Вот это татары мне говорят, мусульмане наши братья, альхамдулилля. И там вот эти свиные уши были, короче, на закуске, короче. Братан, у нас, короче, в Армении есть одно место, где люди с разных стран приходят, учатся, понял? Это как колледж, короче. У меня там брат учится, он мне вот рассказывал, дети вот эти с Палестины, которые, вот знаешь, да, Палестина, что там происходит? Дети с Палестины туда приходят, брат, и они и свинину кушают, и бьют, и пьют, и бухают, и курят, и что по кайфу делают, даже христиане столько не делают, ну, ты понял, вредного, чем они, братан. И наркотики принимают, и швыряются. Чё по кайфу, брат? Арабы свою культуру, свою религию принесли нам, хотят то, чтобы мы тоже так делали. Я тебе клянусь, говорю, они сами бред какой-то пишут в этих книгах, в этих хадисах, и ничего из этого не соблюдают. Это полнейший бред. Ее соблюдать должны Так, по коду. тут пишут насчет какого-то агента Кригера. Насчет раскрытого агента Кригера был разговор здесь, спрашивают. Это что за тема? Я что-то пропустил. Парламент нашего Крюгера, как Лугового, помните, который отправил к Аллаху, к Кобзону вот этого ФСБшника, как его зовут, Литвиненко, который Полонием накормил. Ну, То вот по той это же схеме. в Германии, да, чувак, про него это? А его парламент Чеченской Республики поставили. Как Лугового поставили после выполнения спецоперации. Депутат государственный. Да, парламент Чеченской Республики вообще-то сидит на бутылке русской полностью поставлены. По этому миру преподносится как, видите, как чеченцы, как и русские в Европе совершают пакости, убийства, террор и приезжают, как и в России, ставят у себя в парламент всех, кто выполнил. Вот тебе он сразу бех, виндетта эфира жрать мадья. Бях могилы, что он сам лицо. Марал дождь, чворс. Четный, ты кардиш, ты снизу, не ордел. И поэма Элек Датаре, Хадис 2106 по 1100
10 и 1927 Буаричур. Хадис, да? Я думал, что я смогу удержать своих коней, как пророк. Оказывается, Айшу правду говорила, что пророк наилучший из вас, который может своих коней придержать. И Марах Цакши и Ордаль, в котором пророк дозволяет целоваться и ласкать свою жену во время Рамадана, когда у тебя пост есть. Все, что касается 18+, он никак не может отменить. Для него это нормально. Даже если это с животными. Всех приветствую. Ассаляму алейкум варахматуллахи. Чайник закипел. Валейкум салат, валейкум салат. Так, сейчас, По короче, теме ислама я хотел сказать. сейчас такфир вынесем гостю. Да-да. Вот я любую информацию, я не принимаю за чистую монету. И как бы стараюсь научно подходить, то есть искать факты какие-то. И вот в исламских странах сейчас, Средней Азии, например, обычные люди, которые в исламе, они говорят, что их предки это все приняли сами по себе, никто им не навязывал ислам. То есть между местными здесь такой за столом может быть, да, там, как сказать, в дружественной обстановке. Одни потому что за свои традиции, а другие считают, что их стараются арабизировать. И за столом вот такая ситуация происходит. Но для меня вот стало вот сегодня фактом то, что радикал вот здесь, я заметил, он говорил, что северный-то Кавказ, он христианизирован, а южный, он исламизирован. Ты наоборот, я наоборот говорил, брат, я наоборот говорил. Да, много, нет, дело не в этом, брат. Дело не в России, дело не в этом, братан. Дело в том, что мы сами от этого защитились. Армения была под халифатом 450 с лишним лет, она была под халифатом. Но мы смогли от халифата освободиться и обратно принять свою религию, которую мы приняли в 301 году. Как и Грузия, потом мы и Грузию освободили от халифата. То есть халифат до нас дошел, мы просто сумели освободиться, потому что за 450 лет мы поняли, что это, не хочу сейчас выражаться, но это откровенная порнография, брат. Поэтому мы от этого сделали бунт, восстали и свою веру вернули, свою, точнее, религию, которая у нас была. А в нашей религии что плохого? Знаешь, как выглядит? Как будто у вас религию хотели отнять. Это неправда. У вас отняли свободу. Да, потом так и есть. все остальное. Так и есть. Но все равно проблемы за этим остались. Сейчас то же самое у нас. Немного тема политики будет затронута. Сами же понимают, зная географию, зная карты, где вообще находится Армения и с какими странами она, можно сказать, соседничает. У нас с одной стороны исламское государство, с другой стороны шиитское исламское государство. И в том числе они оба тюркоязычные. И вот на протяжении многих веков они на протяжении многих веков вообще хотят уничтожить эту страну. Оно единственное христианское, единственное такое маленькое государство, которое держится между Турцией и между Азербайджаном. А теперь посмотрите на Турцию и на Азербайджан, и на Армению. 28 тысяч квадратных метров. Километров, точнее, страна. 28 тысяч. Турция в 3 раза больше. Нас же как-то не исламизируют. У нас же до сих пор стоят церкви, у нас же до сих пор в этих церквях работают, что-то делают. Да, сейчас во власти придурок сидит, который пытается это сделать, но у него не совсем это получается. То есть нашу религию у нас пробовали отнять очень много раз. Очень много геноцидов было совершено. Начиная с 1600-х, заканчивая 1915 годом. На вашу религию им плевать. Вы все равно уходите туда. Они отнимают все.
Религия тут вообще не имеет никакого значения, какой ты религии, что там тебе просто жизнью платишь и все, как лох. Ну Тут у вот тебя именно. отнимают землю, свободу, имена, Да, язык, все, да. кроме, да, Как шары они даже, говорят. из тебя Ну смотри, евнуха брат, делают, шары понял, в чем даже прикол? отнимают. Какую Да, религию? понял, в чем прикол. Они говорят, либо вы унижаетесь, платите дань, если вы хотите оставаться при своей религии. И если вы хотите жить нормально, то принимайте ислам. Ты же слышал про геноцид армян, начиная с 1748 заканчивая по 1915 год, когда мы были под Османской империей. Ты же слышал про это? Да, я все понимаю. Ну вот видишь, у нас там был выбор. Нам говорили, либо вы принимаете исламскую религию, либо типа сытыр башка, как один раз говорил этот антитеррор. Типа режем голову, насилуем, убиваем. Махарам делаем, как они говорят по-арабски. Это значит проституткой. Ну, Одну проблему я вижу, единственную. После того, как Россия перестанет это все финансировать, и как это пустят на самотек, этим сразу же воспользуется турецкий вот этот комнатный султан, усатый мусульманин. Он как раз-таки очень хорошо умеет ей пользоваться, этой идеологией. И, короче, дальше на это ездить будет вот этот оставшийся халиф на Закавказье, за Кавказом. брат, за Кавказе нет такого, называй просто Южный Кавказ. За Ну, Кавказе это русский. этот усатый, вот этот мусульманин, короче, муджахид, под флагом Ататюрка, под портретом сидит и такие и мусульманам делает, и кефиром. Он на нескольких стульях сидит, резиновый вообще. Я В НАТО понял. состоит, да, в НАТО состоит еще. Но он этой идеологией воспользуется, если мы, кавказцы, не предупредим и турков, и весь мир, если эта идеология вновь попытается на нашем Кавказе, короче, повлиять или подействовать, мы, короче, будем применять соответствующие меры. Я так понял, то есть ты говоришь, чтобы Кавказ встал на защиту Армении, чтобы ее не ущемили с двух Кавказ сторон. должен стать на защиту самого себя. У нас должно быть пространство, как евро, я как считаю, я просто свое предположение. Единое пространство, одна валюта, без, короче, каких-либо Ну да, я с этим таможенных, согласен. Я с этим да, без согласен. Но... таможенных, полностью экономическое, культурное, волны взаимодействия со всеми народами, один, можно сказать, как в Европе выбирают, Как помните, как Кавказский Советский Союз, короче, да? как и Кавказский, Кавказ Союз, Центр, не знаю, как Да, его. да, да. Вот, Но я все понял, что народы, ты хочешь сказать. например, в Европе, то как действуют законы? В любой демократической стране основополагающие законы – это принцип демократии. А дальше на усмотрение этого народа. Демократия должна быть самым важным фактором на Кавказе, потому что из Кавказа эта демократия вышла в свет. Наши предки, которые пользовались, мы это не по своей воле, конечно, нас заставили через миллиарды, через пропаганду оставить эту демократию, свобода, вот это наше приветствие даже, которое мы, в частности, мой народ оставил, бросил. Самое демократичное приветствие. Приходи свободным, уходи свободным. Понимаешь? Это даже врагу предлагают свободу, который пришел у тебя отобрать свободу, ему даже свободу предлагают. Вот это, пока мы не вернемся на корни наших предков, мы никогда не станем ни народами, ни свободными. Вот в таком опущенном состоянии будем ходить. Просто тушки какие-то, называющие себя чеченцами, ингушами, армянами и далее по списку. Ну да, ты правильно говоришь. Но лично мое мнение, знаешь, какое, как я смотрю на всю эту ситуацию со стороны, как армянин, ну я не чистый армянин, папа армянин, мама лезгинка. То есть у меня с двух сторон проблемы есть, как и с этой туранизацией, Вот с этой... это не интересует. Весь цивилизованный мир это не интересует. Если ты держишься на национальном интересе,
Тебя Да. никто не будет спрашивать, кто твоя мать, кто твой отец. Если у тебя гражданство есть какое-то, гражданин Армении, например, у тебя в паспорте написано, что ты армянин, никого не должно колышет, кто твоя мама, кто твой папа, Да. кто твой седьмой предок. Да, ну смотри, да, я понял тебя, ты с одной стороны прав, но я все равно придерживаюсь к движению, к свободе именно для двух своих наций, потому что сейчас две мои нации, то есть что лезгины, что армяне, находятся практически в одном положении, но Армения чуть-чуть лучше в положении, потому что хотя бы есть свое Армения в государство. лучшем положении, пока Россия занята. Как они там закончат, я вашему лучшему положению не завидую. Вам просто это вообще, короче, как и пакостное, вообще опущенное вот это чмо метровое. Он вам такие пакости приготовил. Если как он с Украиной закончит, если закончит, в чем я Да, сомневаюсь. нас уже угрожают, сволочи. Да, вам и Казахстану, и Грузии мало не покажется. На вас конкретно оторвутся. Пускай попробуют. На нас уже Азербайджан один раз оторвался. 20 тысяч трупов получил. Оторвался именно Даже потому, что турки Путин со этот своими конфликт голозаре... нужен был. А знаете, почему этот конфликт начался? Потому что Почему? Азербайджан начал трубу ложить через Турцию, газ в Европу качать будет, сказал. И Путин этот конфликт там начал. И сказал миру, если вы вот эту трубу положите в обход нашей, которую мы в Прибалтику в море бросили за 92 миллиарда долларов. Вот лежит, короче, в Балтийском море. В обход это, если трубу сделаете, мы тут войнушку начнем. Не проблема, он это просто показал начало. Вопрос, а чем начинать, если он уже все в Украине потратил? Да, Украина не было, тогда Украина была просто Крым отжали, Крым не бутерброд и все, мир, жвачка, любовь. Короче, дальше не пойдет, сказал Путин. Да, Путин же тоже такийщик, наеб хорошо делает, наеб. Я понял, брат, не матерись, что сейчас банда тут. Радикал, я хочу мусульманство. кое-что объяснить. Да. Вот у вас, я так понимаю, у вас национальное мышление, и во многих странах, вот я в Казахстане живу, здесь национальное мышление. Да, у Здесь меня спокойно, я вот именно у меня идет национальное мышление. Я как человек себя оппозиционирую национал-социалистом, но я также уважаю и другое национальное мышление. К примеру, таких народов, как с Дагестана, с Чечни, которые хотят освободиться, которые хотят быть своей культурой, не жить своей плохом, я культурой. Я просто таких вот- людей, наоборот, поддерживаю. Я неплохо, не хотел плохо сказать. Я не в плохом контексте это говорю. Да. Я дальше хочу высказаться. Слушаю. Вы поймите, что вот каждая страна, которая вышла из Советского Союза, она постепенно обрела за 20 лет, за 30 лет, постепенно обрела национальное мышление. Менталитет людей изменился. Они Да, только- себя уже не только видят надо- в составе только на Советского данный- Союза. Да, это ты И они правильно не говоришь, но думают об надо- этом, о мороженом там по 20 копеек и все прочее. Единственная страна, чей менталитет не изменился, это Российская Федерация. Вот что я Это факт. заметил. Это факт. Они все так же хотят вернуть этот Советский Союз. Это понятное дело. Но знаешь, что я хочу сказать? Переформатировали. Мир Я должен понял. был это под Ну, угрозой. я под хоть и армянин. вот Суалский коридор, даже по сегодняшний день в Беларуси присутствует российский военный контингент, который просто ждет приказ от 100 до 200 тысяч голов. И в частности и белорусских, которые они рано или поздно официально затянут вот эту войнушку. Это Если с понятно. Европы война начинается, каждый белорус, который, как и в России, под ружье попадает, будет отправлен отстаивать интересы Путина и этого картофельного фюрера. Короче, умрем все до последнего за Лукашенко и за Путина. Это да. Так что я вот хочу сказать, дело не в первом, как сказать, не в первом лице. Вот. Один момент. Дело в народе, Путин самом народе. подложил под Лукашенко ядерку еще. Ну, чтобы вы знали. В Беларуси находятся Ребят, ядерные вы боеголовки. знаете, что я Чтобы еще хочу удар сказать? нанесли по Беларуси. Да. Я понял. Вот смотрите, что я еще хочу сказать.
Вот сейчас говорят, хвалят многие Армению хвалят, что она отходит от России, обретает полнейшую глобальную независимость. С одной стороны, это правильно, но если посмотреть на эту ситуацию с глазами именно армянина, радикального армянина, националиста, который, хорошее желает своему народу, на 50% то, что происходит в Армении, даже больше, чем на 50%, я не согласен. Я нынешнюю власть Армении никак просто не поддерживаю, а наоборот ненавижу ее. И хочу, чтобы она поскорее ушла оттуда, потому Это что тоже это... диктатура, да, диктатор, маленький Дело мини-диктатор. не в диктатуре, брат. Лучше бы диктатура была, поверь мне, брат мой. Лучше бы диктатура была. Если была диктатура, наши бы сердца не были бы сейчас так сломаны, если была бы хотя бы какая-то диктатура, национальная диктатура. Но то, что сейчас там происходит, это даже не диктатура. Я тебе двумя словами могу объяснить, что там происходит. Лакей вот этого комнатного султана, вот этого халифа за Кавказе, Да. можно сказать, этого Они его турка. приглашают, да, они его приглашают к себе домой и говорят, вот, бери, хочешь тебе 10 гектар земли, а там 20, 30, 1100. Вот просто понял, наша национальная идентичность и сама страна, она потихонечку, Это потому, потихонечку что ваше пропадает. руководство не свободно. Ваше руководство попало в плен под турецкого султана. Он является его крышей. Крышей является вот этот... Вот в этом и проблема. Как Вот его в имя этой- было? Эрдоган, да. Эрдоган, Эрдоган да. крышует. Вот в этом и Крышует. проблема. Это мне и не нравится. Но если вспомнить бывшую власть, которая была при Роберте Кочаряне, при других там президентах или премьер-министрах, или вообще в руководстве страны, я помню Армению 10-15 лет назад, она была свободная и глобальная, и сильная во всех структурах. Даже тот же Азербайджан, который считается под рукой у Турции, которую Турция защищает. Тот же Азербайджан, да и вообще сама Турция боялась что-то сказать Армении, хотя Армения была в 10 раз меньше, когда у нас была нормальная власть. Ну, для Турции самой большой угрозой являются курды. Вот это курды являются. Да, это точно. Страшно, И башариты, они преемники Башара и его курды, сторонники которые... тоже. Добрый вечер, курды. курды. Да, Да. страшные, бля. Они вообще... Честно, вот хочется курдов, конечно, поддержать в их движении, но курдов я не знаю, вот как сказать, курды это такие скользкие тоже люди. У нас есть исторические некоторые терки с курдами. Национал-патриоты у них конкретные чуваки, я знаю. Но это изиды, не курды. Это мусульманство, не это дерьмо, а вот Самые курды, которые живут в Сирии там, или в Иране, или в Турции, они очень боятся. Они не говорят, что мы курды. А вояки, которые до сих пор защищают уже с 7 века, это изиды. Это Лалеш, это Карс. Вот это Вот езидов я люблю как свою нацию. Это очень близкая тебе братская здоровья. к нам нация. Очень Дай Бог тебе близкая здоровья. братская к нам нация. Я ее даже не хочу от своей нации отделять, потому что в любой ситуации они рядом были и Я тебе поддерживали скажу, даже две стороны, которые... Тут смотрите, тут любая нация, которая стоит на своем национальном интересе, к нему никаких вопросов не бывает, никаких претензий. Мы можем с любым. А когда вот это любая нация через призму идеологии вот этих религий начинается, вот тут начинается противоречие. Совпадение, не думаю. Ну, ты прав, это не Вот совпадение. смотри, брат, вот смотри, езиды это другое религия. Вендетта, можно я кое-что тебе скажу? Подожди секунду. Esta is a donaci boşul. Yazıyormuş. Tуда huniadin boş. Yazıyor. Şu admin лавацо. Это Дудаев его наказал, по-моему, он не любит Дудаева. И, как этот сказал, судья бывший, я ненавижу Кадырова вашего и Чечню. Хуя yazıyor ya вообще адин. Вендетта, я вот что тебе хотел сказать.
Вендетта, послушай меня. Вот смотри, езиды, они как религия, они солнцепоклонники, если я не ошибаюсь, или они Нет, ты поклоняются ошибаешься, кому? брат. Нет, ты ошибаешься. А Нет как? такого. У нас есть Это единый Бог. Езиды, У нас... это курд, это же национальные сходы с Ну, курдами. короче, я что хочу сказать двумя словами. У нас разная религия. У езидов и у армян разная религия. Мы Но мы не христиане, а у них... солнцепоклонники, брат мой. Ты ошибаешься. У нас есть единый Бог. Солнцу И 7 поклоняться ангелов. невозможно. Оно наверху поклоняется тому, что стоит перед тобой на земле. Солнцу, да, солнце Я можно скажу, Тендета, я могу почитать, объяснить ему. солнце можно почитать, уважать, но как ты Да, будешь ему точно. поклоняться? Точно. Он прав. Это прав в этом. Мы не поклоняемся Богу, это солнце. У нас есть единый Бог, это Ходе. И есть 7 ангелов. И один из 7 ангелов, самый старший, Таосе Маляк, он Бог солнца и света. Мы видим вот. силу в этом. Мы не поклоняемся, мы не язычники. У нас тоже единый Бог. Наши предки из-за почтения к солнцу, вот именно вот это самые длинные вот это солнцестояние дни, как в христианстве, как их называют, короче, Пасха, какой-то у них тоже, как у них такой праздник есть. Я не знаю, какой праздник. Короче, Ладно, вот я что хотел сказать. Вот мы хоть и разные религии с езидами, но мы спокон веков живем рядом, поддерживаем друг друга. Разные религии, два течения разных течений. видишь, если этой религии не было бы, никаких проблем не было бы вообще, от слова Да, совсем. только 2 страны приняли езидов так, что не дали там, не притесняли. Это Армения и Грузия. Только 2 страны. Да, и у нас даже в Армении стоит... У меня родственники с Армении, много родственников. И много У меня родственников. очень много друзей езидов, которые на армянском лучше меня разговаривают. Сегодня я расскажу историю, что вот сегодня я зашел постричься и спрашиваю его, что, а ты кто по нации? Он мне говорит курд. Не курд, а турк. Он мне говорит, я турк. Ладно, турк. Он начал нас разговаривать на нашем, на курманджи, так скажем, на курдском. Я ему спрашиваю, ты турк или курд? И он боится мне ответить. А ты где живешь? Я живу в Германии. А, понял. Да, и он боится. Я ему говорю, что в Германии узнал курдов, так я не знал. Да, я ему говорю, я езид, скажи, не бойся. И потом он мне говорит, что он курд. У них вот такие страхи, где бы они ни были, даже в Сирии, в Иране и в Турции. Они боятся, они зашуганные ходят. Ладно, братья, приятно было пообщаться. Давайте всех благ и удачи, приятного общения. Спасибо, маршал, оставайся свободным. Маршал, спасибо, ты тоже оставайся свободным, брат. Это очень правильно. Иншаллах, мы будем свободны, мы поставим Аллаха в позу намаста перед всем миром, иншаллах. Он должен будет спуститься. Обязательно в сторону черного камня, чтобы сзади засадили. Он должен будет извиниться перед всеми народами. Радиомаршал. Саламу алейкум. Да. Я так понял, антитеррор вышел. Есть ли Почему? смысл вообще приводить? Короче, за слив это надо засчитать или как? Убежал. Я не считаю это сливом, просто я затянул, я со своей, скажем так, стеснительностью вникать в разговор, встревать, слишком затянул. Это полностью моя вина в любом случае. Если хотите, я могу потом это предоставить в текстовом виде, хадисы, которые я хотел предоставить, чтобы не... Да, чтобы лучше, не когда мы же поняли, что к этому аяту этот хадис не имеет никакого значения. Он имеет отношение к самому принципу, что любая женщина, которая... Принцип, и относительно этого аята 4.24, этот хадис неприменим, потому что он в другом месте, этот хадис приводится. Вообще в другом месте, при других ситуациях. А в этой ситуации, именно в Аутасе, этот аят подтверждает Ат-Тирмизи, Ан-Насай, Ибн Джарир и Муслим в своем сахихе. Этим аятом эти люди подтверждают, великие ученые умы ислама, что этим аятом они отникяхали этих замужних женщин.
Но вы согласны с тем, что для арабов и до этого аята было в норме вещей иметь близость с замужними Мне не женщинами? интересно, что у них было. Я смотрю в аяты и хадисы. Я не смотрю, что там делали арабы, что у них. Я просто смотрю, что для них принес Мухаммед этими аятами и хадисами. И там прямо вот в аяте 33-37 Аллах говорит прямо в аяте: мы женили тебя на ней, чтобы вы не испытывали никакого стеснения по отношению к бывшим женам ваших сыновей. Да. Прием. Да. И там дальше, знаешь, что он пишет? Прямо этим, в конце Абу Адель Тавсир почитай. Этим аятом Аллах и пророк отменили доисламские обычаи арабов, язычников, так в кавычках, в котором нельзя было брать жены бывших жен своих сыновей. Вот замена вот этих традиций, короче, убрал традиции доисламские. Модель до конца прочитал. Он большой, кстати, большой тавсир. Но там полностью четко, ясно, Абу Адель и Ибн Касир полностью картину происходящего воспроизводит. Вендетта, к вам вопрос. Бывших жен родных сыновей? Родных? Ну, этот, при чем тут это? Ну, потому что в Вообще исламе разница отменено в чем? приемных. Вообще в чем ты видишь разницу? Смотри, у тебя в доме растет сын, которого ты принял. Поклялся перед всеми своими родными, что клянусь Аллахом, это мой сын с этого дня. Отдаешь ему в замуж свою двоюродную сестру 33-37. 36, то есть. 33-36. Прочитай я. Там этот Зайнаб не хочет выйти за него замуж. А пророк говорит, это Аллах захотел. Аллах уже предписал для тебя, что ты выйдешь. Мухаммед из кармана вытаскивает аят и насильно выдает свою двоюродную сестру за этого бывшего вольноотпущенника Зайда. Да. А там прямо приводится, знаешь еще что? Что ее тетя Мухаммеда, типа хотела, чтобы Мухаммед женился на ней. Представляешь в этом аяте, что пишется? В Тавсире. Да. Насильно сначала выдал ее за него, потом и отнял. Да. Это Мухаммед, короче, там мог там. Вот как Путин подменяет конституцию под себя, когда нужно, бессрочным халифом, когда нужно стать, убирает основополагающие статьи из конституции, плюет. Так и Мухаммед, короче, на этот Коран плевать хотел, которого у него не было, кстати. Коран вообще начат писать только после смерти Мухаммеда через 50-60 лет Усманом, который сжег все остальные, которые мелкие письменности, писульки, которые даже Мухаммед в хадисах говорит, что Мухаммед не дозволял записывать свои слова. Да. Типа все люди наизусть знали эти аяты, а письменного Корана не было. И потом этот Омар бин Хаттаб, собрались и подумали, сейчас, все на джихаде умрут, которые Коран наизусть знают. Нужно написать Коран. Давайте начнем Камасутру писать. Не написать, а собрать. Ну, собрать это тоже устные вот эти речи собрать. И представляешь, там подходит к одному, ты помнишь какой-то аят? Я это помню. Ты представь Коран, как собран. Сегодняшний Коран, который мы сейчас, ты, я, любой, который сюда приходит, и мы читаем, такого Корана нету в мире, которому больше 100 лет. Ни одного. Ни одного Корана, который мы сегодня используем, тут на экран выводим, читаем, у тебя там в письменном виде, у меня на экране через... Этого Корана нету, которому больше 100 лет. То есть он... Вот полностью эта идеология сформирована 100 лет назад в Каире. Да. При поддержке КГБ СССР. Да. Санкт-Петербург, город, Москва, издательство, вот эти типографии нам полностью Эльмир Кулиев, вот эти Каблуков, Саблуковы, вот эти КГБшные, ФСБшные, вот эти идеологи, нам вот это все перевели и начали тоннами завозить. Через Дагестан, через, Северный. Да.
и привезли туда полностью использованные, оприходованные в Афганистане террористов. Вот этот Хаттаб полностью был под русским шнырем, который, да, в Афганистане вместе русские, вот эти, как их называют? Нарышкинские, как называют? Аббревиатуру забыл их. Нарышкинских как называют? СВРовцы, да, СВРовцы, ФСБшники, ГРУ, ФСБ, СВР. У меня есть фотографии, которые эти придурки выкладывают в ТикТоках, вот эти, как в Телеграм-каналах. Герой России. Он, представляете, там прямо, они там выставили фото, ты подумаешь, что он талиб. В чулбе, с калашником, с этим тюльпаном, как сказать, в Афганистане фото есть, и там есть фото, где он герой России, и умер в Чечне, в первой чеченской кампании, видишь ли. Да-да-да, талиб наш брат русский, мусульманин, который вот этот шариат вводил в Афганистане после ухода российских основных войск. Оставили агентуру, да. И после того, как элиту уже истребили под видом террора, антитеррористических операций, убили всю элиту, изгнали, и туда ввели вот этот, как это, вирус чистоган ислама. Посмотрите съемки 70-х, 60-х годов, как они живут. Посмотрите просто, есть сегодня видео, съемки, просто посмотрите 70-60-е годы, как они живут. Ты про Иран, да? Я про Афганистан. Афганистан, окей. Да. После того, как СССР туда вторглась и эту войнушку устроила, туда прямо российские спецслужбы с вот этими арабскими, которые их этому и учат, которые сотрудничают тесно, десны сосутся. Да, в десны сосутся с арабскими вот этими. Потому что диктаторы между собой всегда ладят. Бен Салман и Путин – это два халифа. На территории России и Европы все мусульмане подчинены Путину. А на территории вот этих, раньше завоеван, там Бен Салман рулит, да. Бен Салман такие делает Трампу, а Путин делает такие в Европе. Представь, сюда присылают вот этих, как его называют, Курочкиных. И ходят по мечетям в Европе, исламофобия. А сами, вот эти мусульман, каждый день пачками гасят там, типа на Кавказе экстремизм, терроризм, под разные статьи, там насилуют в тюрьмах, на швабры сажают. Извиняюсь, перебью немножко. Я, знаешь, в твоих словах стал сомневаться немножко, но потом вспомнил ситуацию, которая со мной была один раз. Я, с Казахстана в Москву ездил, и когда обратно ехал, один парень зашел в купе и этого позвал проводника, или как он там, смотрящий за вагоном. И ему, он отдал эти книги, вот эти исламские. Когда поезд ехал не с Казахстана в Россию, а с России в Казахстан. То есть, понимаешь? Казалось бы, да? По идее, наоборот. Это под разными, я же говорю, завозится. Вот Казахстан, какой ислам, сейчас это даже перед вторжением. Именно, чтобы в Казахстане разлад сделать, чтобы ослабнул, чтобы национальный интерес пропал, туда вот этот ислам втирается. Какой казах может стать мусульманином? Это вообще абсурд, Нет, я имею в виду, что везут-то не наоборот, видишь, не с Казахстана же везут в Россию, а как ты говоришь, реально же с России везут в Казахстан. Это, я же тебе говорю, первые вот эти переводы Коранов для чеченцев и Кавказа сделали русские спецслужбы. Да. Лубянка, религиозный отдел Дугин, Гайдар, Жамар, Шевченко. Да, братушки, Вот это, они создатели эти. И Дугин на доске прямо
как они народ разделили, чертит, вот чертежи делают. Вот видите, мы использовали этот ислам, и неизвестно, что бы произошло, если бы мы не сумели разделить. Вот стравить это один народ, это идеология. Ну, есть же шанс, Вендетта, что можно потерять контроль над исламом потом. И это все Все, плохо теперь он не обернется. потерян, как я говорю, вот теперь он не потерян. Да. Теперь, Ты знаешь, знаете, что делать? может, ты Пусть знаешь, как Россия с Кавказа уходит, они это Он не, пустят на он не самотек. потеряет. Я могу Но объяснить. сразу о Знаешь, приходу почему контроль не будет потерян? турецкий султан будет дальше пользоваться. Вендетта. Я объясню, почему контроль не будет потерян. Потому что нужно финансирование и оружие, чтобы поступало. но у Понимаешь? них уже есть деньги. Вот этом прикол. У них уже есть власть и сила, они уже не контролируемы. А откуда деньги у обычного, вот с поселка какой-то решил, что он исламист? Откуда у него деньги-то будут? Вендетта. Но мне кажется, что это выйдет из-под контроля. Рано или поздно. Я скажу последнее слово и выйду. Дело в том, что если бы я взял бы себе воспитанника, воспитывал бы ребенка, я бы относился к нему как к своему в любом случае. Это раз. Второе, я также бы считал бы братом себе того человека, с кем я близок, даже несмотря на то, что у нас разные с ним фамилии. Это два. Это просто факт того, что в исламе запрещено давать, причислять чужого человека к своему роду. Это я полностью поддерживаю. К нему можно относиться как к сыну и так далее. Это я понимаю и принимаю. И не отрицаю, что это есть в исламе. Относительно тем, которые вы подняли, они обширны, и сейчас их обсуждать будет слишком долго. И еще я хочу сказать, это последний разговор с вами на добровольной основе. Следующая беседа я буду с дозволения Амина только. Алхамдулилlah, брат. Тут знаешь, в чем проблема? Любому чеченцу или кавказцу или ингушу ты подойдешь и начнешь вот эту дичь говорить по чистый ислам. У него в мозгу есть такой датчик, сигнал, который на красный свет горит, когда это что? Вот у меня насиха на этом канале, там один старец, там по голосу слышно, что человек уже после 60, и там под 50-45 лет люди сидят, и я там захожу нежную, такие я называю, я прикидываю с полным мусульманином, ва рахматуллахи. И, короче, они как раз разговаривают про женщин. Короче, они там шутят, конечно, что, короче, это женщины обнаглели, нужно их, короче, в строй поставить. Я там захожу, говорю, вы, если бы придерживались сунны и Корана, у вас не было бы проблем. Они говорят, что ты хочешь сказать? Я говорю, как пророк, нужно жениться на двоюродной сестре, чтобы жаловаться. Теща была, короче, твоя тетя еще, ты сразу будешь, а тут чужим женам берем, говорю, и они не слушаются. И, короче, жаловаться, короче, теще там, у нас чеченцев, короче, не принято. А жаловаться вот тете было бы нормально, говорю, как пророк, если бы мы взяли двоюродных сестер. И там вот этот старец, короче, начинает, вы с ума сошли, это что за разговоры, говорит, прикинь. А они себя мусульманами считают, кстати. И один там уже готовый, Будулай, он говорит, кстати, я об этом не подумал, говорит, это правильно, говорит. Представляешь, уже кукуха, проветри, по ушам уже воздух уже идет, там полный ислам в мозгу, кашу превратились мозги. Он думает, что я серьезно это говорю. А у нас, если один чеченец узнает, что даже если на свою сестру так он посмотрел через эту призму, что даже разговор где-то услышит, что ему нравится своя двоюродная, он опущенный уже. Ты представляешь, он в нашем обществе опущенный, даже если люди узнают, что он этом даже подумал.
посмотрел на свою двоюродную сестру. Ты никто, и звать тебя никак. Ты опущенный во веки веков. Нам суют опущенного пророка. Нам про него ничего не рассказывали, ни нашим матерям, отцам. Нам говорили про бедного пророка, который целый день работал. У него на животе был привязан камень, чтобы от голода у него желудок туда не упал, не прилип к спине. И он целый день зарабатывал, выкупая, освобождал рабов. А сегодня я захожу, просто пиши слово «продажа рабов». Там главы есть. Барыга, который рабами торговал, пророка. Прикинь, как нам его, вот эти муллы, балаболы, лубянские проститутки, как нам они втирали дичь про пророка. Перевернули. Все Да, перевернули. полностью, с ног на голову. 109 глава продажу рабов одному чеченцу. Давайте в мечети вот насиху сделайте. Что, знаете, что сделал? Как с пророком разговаривали вот, сахабы, асабы. 109 глава, 2229 хадис Сахих Бухари. Продажа рабов. Книга торговых сделок. И в этом хадисе говорится, мы сидели у пророка однажды и спросили: о посланник Аллаха, поистине мы захватили пленных и любим богатство. То есть это уже они после того, как поделили трофеи, а женщины считаются трофеями. Как ты считаешь, о посланник Аллаха, можно ли извергать семя невлона, то есть кобуру? И посланник Аллаха спрашивает, удивленный еще, разве вы делаете это? То есть он удивлен, что они из кобуры вытаскивают. Он говорит, вам ничем не повредит, если вы не станете делать этого. Ибо поистине всякая душа, которой суждено появиться, непременно появится. То есть кобура тут не имеет значения, говорит. Физиологический процесс, который все Отец Ситарет всем живым существам создал, без этого процесса дети не бывают. Кстати, я предлагаю любому мусульманину проверить, балабол ли ваш пророк или нет в этом хадисе. Не проблема, месяц вот этот дюрекс используй, посмотришь, твой пророк балабол или нет. Если на второй месяц у нее не начнутся вот эти дни, да, не знаю, как вы это сделаете, но посмотри, дюрекс, проверь на месяц. В кобуру, не в кобуру, ваш пророк вообще говорит, что без разницы, куда ты будешь. Вот представь вот этот хадис, где этот хадис прочитать чеченцам, ингушам. Тебя нахрен пошлют прямо в этой мечети, эти старшие наши. Иди отсюда нахрен, скажут, что это какие-то евреи написали, это что за дерьмо. Они такого пророка не знают. И сейчас в какой мы тупиковой ситуации? Все вот эти так называемые шейхи, хуейхи, все спрятались под шконку, ушли. Муллы вообще, короче, рот не открывают, потому что сигнала нету. В Лубянке полное замыкание. Дугин, короче, там сидит у себя волосы, вот эту бороду рвет. Лубянка вообще в тройном режиме работает, на износ. Тут сюда разные пискарики приходят, короче, уже нету лейтенантов, старший лейтенант, капитан, майоров, я уже говорю, каких-то курсантов сюда, пискариков присылают. Алло, Бортников, Патрушев, какое-то уважение имеете к своему врагу? Мы не те опущенные мусульмане, по мозгам которых вы сможете проехаться катком. Не, мы в эти игры не играем. Сейчас вы заставили нас изучить эту вонючую идеологию и узнать, как вы ей пользуетесь. И теперь мы всему миру покажем, как вы целые народы истребляете этой фашистской, человеконенавистной идеологией, через которую вы отняли у нас снова свободу. Нашу страну, нашу землю, наше все. Нашу культуру, нашу историю. Мы докажем всему миру, что вы именно причастны к этой исламизации, и разбудулачивание тоже будет за ваш счет. То есть миллиарды вы в это тюхали, чтобы на нас это... Миллиарды мы вас заставим снова втюхать, чтобы вернуться на свои исторические исконные рельсы. Да. Потому что вы над нами устраиваете геноциды, этноциды и далее целый букет.
Вы нас убиваете в центре Европы средь белого дня. Но это будет до поры до времени. И мне плевать, когда я вообще уйду с этой гребаной земли. Но я уйду только на правде, чего бы мне это ни стоило. Я положу на кон все, чтобы мои потомки знали, что я сделал, все, что от меня зависит, и все, что я могу. То есть говорить правду, черт побери, хотя бы в демократических странах. Чеченец не имеет права, представьте, живя в Америке, в Канаде, в Англии, в Германии, в Франции, говорить правду про религию, это даже не религия, это фашистскую идеологию человека, который наши предки были мусульмане. Я говорю, наших предков оставьте, давайте мне ответьте на пару вопросов. И оказывается, что не то, что наши предки, этот балабол не мусульманин, это по Корану и хадисам. Ни один чеченец, проживающий в европейских странах, не является мусульманином. Это Аллах и пророк говорит. Мать ваша женщина Зейнаб, которая кожу обрабатывала. Ни один намасте, которого нет в целом Коране, ни одного слова, ни инструкции, как его делать, а нам втирали, что это в Коране написано золотыми буквами Аллаха, платиновыми. Его нету, и этот, даже если ты делаешь, Аллах и пророк от тебя уже отреклись. То есть ты просто тратя день 1 400 000, 800 000 евро, 400 000 евро. Чеченцы, представляете, что вместо того, чтобы создать свой национальный культурный центр в Европе, хотя бы один, покупают базы Аллаха. То есть Путин там покупает на русские, на татарские, на все эти налоги всех, которые там живут, делает там базы Аллаха. А в Чечне, говорю, европейские страны, сами чеченцы покупают, дебилы, из своего кармана, то, что над ними издевается и их мочат в сортире. Представляете? Из своего кармана платит тому, кто над ним, на него полностью вот это вложил. Да. Просто посмотрите на вид чеченского общества, то есть в кавычках. На их вид посмотрите в Европе. Арабы, их женщины, как, вот эти, извиняюсь за выражение, я не хочу никого обидеть, как, секс, вот эти бомбы ходят тут, полностью в европейском стиле. Им наплевать и насрать на эту религию. А чеченцы в мешках, где не хватает солнца, витамин D не хватает, полностью закрытые в мешках ходят, как будто буря в пустыне, как это необходимо. Извиняюсь, впереди. Знаете, я вот что заметил, опять же, по факту. Я вот в Казахстане живу, здесь много национальностей. Я у многих видел национальные костюмы. Я не хочу вас обидеть, что-то там. Я ни разу не видел национального чеченского костюма, вот честно говорю. Вот. Не то чтобы обидеть. Бросили все, мы бросили все. Затоптали в землю то, что нам наши предки веками, проливая свою кровь и пот, нам оставили. Представьте, это можно сравнить с самым драгоценным металлом, нету больше дороже того, что они оставили, честнее, чище. Вот просто кодекс, менталитет чеченского народа, который веками натачивался. Рядом с ним Коран положить, это Камасутра гребаная. Я извиняюсь за мою прямоту и разнудность, как в этом фильме говорил. Но я должен сказать правду как есть. Кому бы, где бы оно, чего бы не кололо, но это нам втирают, нужно уважать все религии. Алло, 29-й. Мои предки мне не завещали уважать то, что срет на честь и славу самых лучших моих предков. Мне такого мои предки не завещали. Которые просто, представь, ко мне домой в халате, на мою территорию, в мой дом зашел какой-то вонючий, в халате, в платке. Чувак говорит, твои предки хуже голубых.
Вот вам. Я могу полно имею право говорить, что ваш пророк голубой хуже голубого, который эту идеологию оставил. Да, я отстаиваю честь и славу моих предков. Да, Умар бин Хаттаб сказал, тот, кто танцует и поет, не мужчина. Ваш Умар бин Хаттаб опущенный. С одним, даже сегодня наши живые старшие, с ним рядом поставить, он опущенный. Среди чеченского общества ваш Умар был бы опущенным, который наложниц брал и заставлял их ходить с открытым торсом, да, продавал их, бил по спине, да, не давал разговаривать на другом языке, да. Который, кстати, взял за шары Аллаха и заставил его прислать аят о необходимости ношения покрывала. 146 глава, 13 глава, выход по большой нужде, Сахих Бухари, Муслим, сборник. 146 хадис. Передает Аиша. Жены пророка обычно, то есть как вот в 21 главе 155 хадиса Сахих Бухари, обычно, вот этой 13 главе то же самое, жены пророка по ночам выходили ложить фугас на Аль-Манаси, обширное открытое место близ кладбища Аль-Баки в Медине. То есть это знаете, что за кладбище? Где похоронены вот эти все пророки, все эти, короче, подчиненные, асхабы, сахабы. Прямо туда ходили ложить фугас. То есть сразу тут упоминается Умар. Однако Умар пророку говорил, да, заставляй свою жен надеть покрывало. Однако посланник Аллаха не делал этого. Однажды Сахла бин Зам, которая была высокой женщиной, вышла по нужде. Я последовал за ним. И тогда он сказал: о, Сауда, мы узнали тебя. Он сделал это, чтобы было ниспослано откровение о ношении покрывала. И Аллах действительно не спасал такой аят. Маша и Аллах, блядь. Да, вот этот Умарик говорит, что мои предки... Маша ее. Вендетта. Я вас прерву. Вы очень любите много говорить, это я заметил. И с частью из того, что вы сказали, я согласен. Но так как я уже сказал, что это мое последнее слово, я хочу попрощаться со всеми здесь присутствующими. Я бы мог бы с вами подискутировать об этом всем в другие разы. Но, как я уже сказал, я не буду больше подниматься сюда или разговаривать с кем-либо из вас без разрешения то амина. Всем я желаю хорошего вечера, у кого утро, хорошего утра. Радио Марша, я прошу прощения, если занял слишком много времени. И желаю вам всего наилучшего. Благодарю за какое бы там мнение, да, там альтернативное не было, но за такое культуру общения, вот за это благодарю, что хотя тут вот оппоненты и грубили. Ну, оппоненты – это оппоненты. Я – это я. Мне, к сожалению, ни мое воспитание, ни моя культура, ни моя религия это не позволяет. Но, к сожалению, это, никто не следует этому. Я вообще желаю, чтобы в России все как бы приняли ислам и провозгласили халифат уже наконец. И прежде чем я уйду, я хочу сразу сказать на все 100 человек, что здесь находится, чтобы потом не было разговоров и том. Я сам с Ингушетии, если что. Я прекрасно понимаю, о чем говорит Вендетта. Я прекрасно понимаю о тех обычаях, о которых он говорит. Это, так что для меня это не новость.
Все, я вас покидаю. Спасибо, что приняли. Всего Можно я вам хорошо. скину ходить? Можно еще заходить. Не, я, как уже сказал, я без дозволения Амины это не сделаю. Я сюда зашел по ее приглашению и буду Приводите заходить в только по следующий раз сразу Амира. Амир дозволение или что, я не понял. Амина или Амир? Амину, да. Все, можете меня спускать, я просто не знаю, как отсюда выходить. Все тогда. Всего хорошего. Так, Амиры, приходите вместо муджаидов, сами заходите и отстаивайте там позицию вообще главного эмира всех мусульман всея Руси. Тоже приглашаем. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'da кверху зада опущенная умма Аллаха. Алхамдулилlah. Сейчас Махди придет, порядок наведет. Алхамдулилlah. Нужно потерпеть, чутка постоять в позе намасте. То есть вот это, на четвереньках. Чуть-чуть. Думаешь, короче, всю жизнь пару Если что, я лет там еще потерпи. последние полчаса клевал. Короче, клев у Ты меня от был. моей речи уснул 100%. Если здесь что-то было не так, то, короче, аузу билля, астагфируллах и плюс 32. Это, короче, у меня этот кефирский телефон отключился, я же вообще не смотрю на экран. Когда разговариваю, я картину представляю закрытыми глазами, как пророк аяты вот, сочинял. Вот так, короче, глаза закрываю. Ну, короче, у меня телефон, оказывается, отключился. Я там 30-40 секунд дальше там ехал, смотрю на телефон, он выключился, прикинь. Этот ушел, да, не как Добрый Ахмат. вечер. Добрый вечер, приветствую. У меня вопрос чисто политический. Вот вы как думаете, как пройдет передача власти в Чечне? Потому что очевидно же, что... Чечне власть передавать никому... то есть нынешнюю ситуацию? Да, я имел в виду, что просто что Кадыров-то уже, по идее, наладан дышит. А там уже сидит, там уже вот этот лорда суют, но неизвестно до конца, кто будет преданнее. Сейчас нужно доказать, что ты будешь самым преданным. И что нужно сделать? Правильно, как любит Путин, использованного уже все, отправить на концерт Кобзона. Вот тот, кто отправит на концерт Кобзона все это ненужное, он будет самым преданным. Понятно. Ну, а Путин же тоже, в принципе, уже пожилой, ему тоже, как сказать, сейчас... Там без разницы, даже если обезьяну или свинку поставить, там система. Путин никакого отношения. То есть ничего особо не поменяется, на ваш взгляд, да? То есть так и останется. Это люди с постсоветским мышлением, вы поймите, все эти люди. Потому что это они не виноваты в этом. Гайки так закрутили, что они мечтают хотя бы в Советском Союзе оказаться. Хотя бы. Это не значит, что система тогда вот не открыто так гнобила. Сейчас вообще ожирели вот эти дети всех вот этого чиновника, которые на джихад православный отправляют и русских, и бурят, и все остальную нечисть, как Зюганов говорил, отправляют на джихад Украину убивать своих братьев славян. Их дети живут в Америке, в Канаде, во Франциях. Короче, во всех, они имеют паспорта Израиля. Да. Их дети обеспечены на 100 или 1000 лет вперед.
им вообще плевать. Вот Да, культура, например, посмотрите, в Советском Союзе Иван Васильевич меняет профессию. Как там Советский Союз высмеивает там дефицит, другие всякое там, дом управления и все такое. Хотя бы Представьте, можно было, да, чтоб посыл делать современная Я такой. Советский Союз, в принципе, сам помню. был Я такой фильм. 77-го года рождения, я как бы, как сказать, уже, ну, еще пожил при нем, там, пионером побыл, то есть всю вот эту шляпу. И все именно как раз вот этот дефицит, все это помню прекрасно. То есть то, что сейчас там люди, не знаю, по нему скучают, наверное, мое мнение так, это... Ну, люди обычно как бы склонны к тому, романтизировать свою молодость, а, ну, не знаю, какие-нибудь имперцы то, что скучают, ну, потому что, да, наверное, по силе то, что Советский Союз такой был как бы значимый, гораздо значимее как государство, чем нынешняя Российская Федерация. И, может быть, многим этого еще вот как бы не хватает, вот этого имперского лоска какого-то. А я, например, сам не вижу никакой, ну, не знаю, меня в Советский Союз никак не тянет. Я, слава богу, уже 32 года живу в Германии и как бы все. Это, ну, то, что вот люди есть такие, да, наверное, мое мнение так, наверное, вот эти два как бы аспекта, что кто-то по молодости скучает, это нормально, как бы, да, когда пожилые люди всегда говорят, о, в Советском Союзе было хорошо, наверное, они просто вспоминают то, что тогда они были молодые, когда ты молодой, это всегда все хорошо. Но остальные, наверное, немножко по имперскому вот этому лоску. В Советском Союзе в паспортах была графа «национальность». Когда эту графу убрали, я уже тогда уже задумался, а к чему бы это, по какого черта убрать? Всех под одну, чтобы вот репарации, когда день платить репарации всем, которых терроризируют на протяжении вот этих последних 100 лет, короче, им же нужно будет репарации выплатить. Всех под одну дудку. Ну да, И даже, ну вот тоже... единственный народ, который сейчас находится в колониальной зависимости России, это единственный народ, чеченский народ, который вот эту тему не вписывается. И его вписывают через вот этот терроризм, короче. Мы их правильно мочили, я же говорил, что они террористы, они хотят шариат. Речь Путина 2002 год, Брюссель. Да, он прямо кефиром говорит, они говорят, вы будете убивать всех кефиров, то есть не мусульман. И если даже вы решите отказаться от своей веры, это вас не спасет. Да, Путин им вот приезжал в 2002 году, такие наиб делал, наиб. Да, короче, давайте я их лучше, я их там буду держать под русским сапогом. Что я вам хочу сказать, вы заметьте вот, что социализм это такая же идеология. И также вот сейчас вот эти русские, они же какие они русские? Они, получается, советские люди все равно больше как бы. Им как бы они русский бурят, русский татарин, русский. Я уже даже не знаю, кто такой русский. Но у Путина сейчас какая-то такая вот попытка подвести под вот эту вот новую российскую действительность какую-то вот одну какую-то идею, которая бы всех объединяла. И вот этот День Победы, там все вот это вот победобесие, да, вот, а больше, в принципе-то, ничего и нет. Если там как бы Советский Союз, он еще как-то был объединен по классовой основе. Вот эта ленточка тоже есть. Да, именно. Это говорю, у нас вот тут, вот, да, в Германии тоже многие вот земляки мои, да, вот русские и немцы страдают вот этой вот, ну, вот этим вот колорадством, так сказать. Хотя я вообще не знаю, кого из них там дедушки воевали. Это засевший в голове совок, менталитет совковый. Потому что я вот мне удивительно, да, когда российские немцы ходят, там День Победы празднуют. Потому что у меня лично дедушки, они не воевали, потому как они в лагере сидели. Их вот в 41 году как собрали, увезли, как сказать, да, всех нас. В Казахстан, там кто в Сибирь, и все. Только непонятно, у каких вот российских немцев, да, или там поволжских немцев. Ну, как раз таки с Казахстана немец, который с нашими предками, короче, оказался, он с чеченским народом переселился и стал чеченцем. У нас немец есть чеченский. Еврей, как его фамилия, помнишь? Я пока не забуду, вот ваше мнение, вот эти люди, которые, да, там,
русские немцы или немецкие русские, они фейковые или они вот манкурты, вот что там не то? Ну, там, во-первых, конечно, да, просто когда вот какая-то часть, там, конечно, помешанные семьи, да, очень много там как бы, да. Другие, они просто здесь вот десятилетиями консумировали постоянно вот российское телевидение. Я вот даже, у меня даже родни есть такие, да, вот у меня тетя, она больше никаких каналов и не смотрит. Она о новостях Германии узнает из российского телевидения. Я ей говорю, так, а что бы тебе не новости, не немецкие не посмотреть? Я не понимаю, Это ну знаешь вот как? такая вот. Извини, это знаешь как? Узнать от Сала Лубянского про религию Аллаха. Вот то же самое. Узнавать новости Германии из России. Да, Это то же это, ну, самое. и это, кстати, не единичный случай, это повальный факт просто такой, да, вот на работе там вот коллеги, кто тоже из наших, да, тоже, ну, Нет, там, ты ну, вопрос понял? Извини, еще раз. Я тебя перефразирую. Это знаешь, как звучит русский немец, как чеченский мусульманин. Это так со стороны звучит. ну, я вообще называю себя, мы Волга-дойче, как бы, да, вот, как сказать, ну, немцы по Волжье вообще, вот, как сказать, но здесь вот так В принято. Калаче на Дону есть немцы русские? Или как, не Калаче знаю на как. Дону, не знаю, там у нас дальше были как бы поселения в Саратовской области, туда уже выше по Волге. Там вы оказались, можете исторически такой пример Ну, привести? Как? вот моя семья, наши переселились туда где-то в 1767 году, потому что когда вот Екатерина II, она, вот эти вот земли, когда вот завоеванные были, да, ну вот Поволжье, вот, и, как сказать, юг России, надо было их как-то осваивать. А так как основная масса русского населения, крестьяне, были крепостными, и они не могли просто так сесть и поехать переселиться, ну, приглашали переселенцев из Германии, в частности, да. В Германии как раз после этого, как раз Семилетняя война прошла, там нищета, тоже перенаселение. И, ну, многие поехали. Кто-то, конечно, в Америку, а многие в Россию, потому что все-таки для человека того времени, да, пересечь океан, это немножко страшно было, и, наверное, все-таки по земле в Россию удобнее было. И вот так вот мы туда попали. Ну, сначала там был как бы договор такой, да, мы жили собственным самоуправлением, над нами не было русских чиновников, мы не должны были служить в русской армии, мы за это платили какой-то там, ну, налог, наверное, там, не знаю, как за это, но нас не трогали. Но потихонечку, уже начиная уже там с Александра Третьего, потихоньку начали вот это все убирать. Сначала поставили русских чиновников над нами, потом уже Николай II ввел воинскую повинность. Потом как-то, когда это революция, гражданская война, большевики сначала дали нам даже автономную республику. В 23 году была основана автономная республика немцев Поволжье с административным центром в городе Энгельс. И, ну, а когда в 41 году война началась, в августе 41 года, я не знаю, теперь 26 или 28 Политбюро приняло решение о том, что мы там, как сказать, пятая колонна, нас всех скопом быстренько. Ну, вы что объяснять-то чеченцам? Вы знаете, как это было, да? Приходят, дают 3 часа на сборы, там пару часов. Мне бабушка еще рассказывала, 3 что часа, когда их выгоняли... нам давали на сборы 15-20 минут. Самые, Ну, вот что-то даже... такое, да. Меня бабушка еще потому что рассказывала, что вот коровы мычали, да, когда их выгоняли, ну, недоенная скотина еще стояла, да, ну, мычала, потому что ее не подоили, и вот их согнали на станцию. Все там подоили, не переживай, короче. Ну, не да. пропало ничего. На соседи там похозяйничали как следует. Мусульмане там наши, потом брат. туда заселяли, как сказать, эвакуированных в наши деревни туда, как сказать. И так вот все там и это. В 90-х годах там что-то потом начиналось. Ельцин же тоже еще тот балабол. Он, когда в Германию сюда приезжал за деньгами, обещал, что да, восстановим автономную республику немцев, все как на старых местах, все как это. Ну, а потом здесь уже говорил в России совсем другие слова, что типа вот получат землю там в этом Капустный Яр же, есть такой там полигон какой-то, и пусть там живут типа. Ну, а потому что в 94-м, 5-м, 6-м массово, по идее, все выехали. А в 2014 году Путин нас всех официально реабилитировал. Теперь мы вот до конца реабилитированы. Когда уже там никого не осталось. Да и слава богу, если честно.
Сейчас разгоняется снова такая вот, ну, я вот вижу немножко в ТикТоке вот такая мура, что как бы вот зазывают назад. О, надо возвращаться, в Германии все стрёмно. Здесь типа вот полный, как сказать, ну, как бы моральный ферфаль, как это сказать, как полный упадок, да, моральный. И типа вот в России там ценности еще такие семейные, да. И, ну, не знаю, меня в Россию не тянет назад. Я помню, мы когда приехали, перед тем, как уезжать, мы все с моими дядями, моим дедом поехали, как сказать, на родину деда, да, посмотреть, где вот он родился, там вот этот дом нашего прадеда, все, он там стоит. Мы хотели просто зайти в гости, нас туда не пустили, во-первых, да. И там вот на стене, я вот до сих пор не забуду, да, там было написано, вот, лучше спит, чем немцы. Я тогда еще мы для себя решил, что вот если уедем отсюда, я сюда ни ногой больше, все, ни ногой. И, ну, если кому-то хочется возвращаться, то пускай. Едут назад. А вот хотел спросить у вас, вас в Казахстан, да, переселили, ваших предков потом? Да, в Казахстане. Я и родился в Казахстане, да. А вот вы жили, получается, как бы в немецкой деревне, да, как бы в Да, Казахстане? так точно, да. О, я был в немецких деревнях, очень мне понравилось. Я вообще был в шоке о том, как жили. Я просто хочу пример привести вот здесь людям. Я жил в городе, родился в городе. У нас не было ни телефона, ни центрального отопления в частном секторе. То есть воды не было дома, септика не было. То есть в городе жили как в деревне. Так в немецких деревнях, в частных домах было центральное отопление. У них была котельная, не говоря обо всем остальном. Даже вплоть до телефонов у нас и прочего. совхоз, да, был. Он 70 километров был вообще от областного центра. Там, по идее, глушь. У нас там в совхозе была больница своя со всеми 5 отделениями. Там хирургия, терапевты, все. Детский сад, школа. Вот, как вы говорите, паровое отопление, асфальтированные дороги. Я не знаю, ну совхоз был действительно передовой. Да, совхоз имени газеты «Правда» назывался в Уральской области, да, то есть было. Короче, нормально жили, да, в принципе. Нечего стыдиться. Там самое главное, когда я это немцам говорю, ну, я уже приехал вот недавно относительно, когда у них не было отопления, то она мне говорит, а у нас раньше отопление было, а у них туалет в квартире, и дом сделан как квартира, окна по-человечески сделаны, нормально, то есть как по стандарту все. Все окна нормальные, на одинаковом расстоянии, все батареи под окнами. То есть не как бабушка слепила там, как попало, можно сказать, как у нас говорят. А все по стандарту сделано. И вот я разговорился с этой женщиной, и она мне тоже рассказала, как они жили раньше. А потом вот немцы стали уезжать. И все это вот котельную закрыли, все пришло в упадок постепенно. Да. Слушай, Ян, Да, так так и вот, есть. вопрос, Ибрахим Так, вот Сабуров. у нас Да. Дон Арча тоже Да, смотри, ностальгирует Ян. по Советскому Союзу. Да, подожди, Да. Сабуров. Ян, смотри, у меня отец с Верхнего Дона, да, донские казаки. Ты в курсе отношений донские казаки и поволжские немцы? Не, понятия не имею. Ну, там, наверное, как сказать, ну, соседи, наверное, были, я не знаю. Да. А внешне, ментально, совместные браки. В курсе этих историй или Ну, нет? не знаю, совместные браки у нас как-то... Ну, я по своей семье только могу судить. У нас совместных браков как бы нет. Да? У меня первые, кто более-менее, как сказать, кто женился, то не на немцах. Ну, не на, да, на русских. То это мои двоюродные братья, наверное, уже. Ну, а до этого у нас как-то это не... Хорошо, изучи вопрос. Вот донские казаки, да, Остготен, да? Их... Дядя, ассаламу алейкум ва Подожди, рахматуллах. Самар, Это подожди. наш задунайский казак, мусульманин. Да, не, подожди, я этому говорю, ну, он, может, не в курсе. Изучи вопрос, значит, статус донских казаков в Третьем Рейхе при Гитлере. То, что, да, казаков призывали на службу... Нет, я не про фермах, это. Я не про это говорю. Да, их считали потомками остготов. Как бы, Все, которые вот. Это я знаю, да. Я знаю. Ну вот и все. Значит, ну, понимаешь, поселили вас, ну, у меня отец с Верхнего Дона, рядом с нами, ну, то есть
впритык, да, ну, как бы, Николай, Екатерина, они же немцы, правильно? Наши, правильно? Немка Понял. была Екатерина. Ничего себе, на поэтому- ходу свои корни нашел, Донахчи. Да не, ну подожди, ну это как бы, ну это же... Поэтому вот, Прям в онлайн режиме. ну вот, видишь, он сказал Озготен, вот он, понимаешь? Подожди, Франчески, всё, ради да Аллаха, всё, скажи, исторический что факт, тебе да, Дудаев сделал? всё, я услышал. Подождите, смотрите. Франчески, что Вот тебе Дудаев сделал? Расскажи, пожалуйста, ради Аллаха. Это потом, это мы между нами мусульманами. Подожди. Вы это услышали, да, тема- вот, подождите, немец, да, немец, Поволжский. Он сказал... Тесла, ассаламу алейкум ва рахматуллах. Не затирайте тему, не затирайте. Собордас. Ассаляму алейкум ва Вы рахматуллахи только ва что услышали. Ва Поволжский. алейкум Озготен. Вот мы один... Воскресе, алхамдулиллах. Блядь. Вы Путевку все себе услышали? выбиваете в Вот Германии, что ли? Верхний Дон, вот донские казаки и поволжские немцы – это одно племя. Понятно? Короче, Озготен. воссоединение семей. А Маша и Алла? Германия уезжает. Вот и все. А где там Маша и Алла? И вот часть Озготен, они были в Чечне. 30% сунжинских, 30%, треть – это Озготен. Вот кого вы лишились. Вот кого вы лишились, понятно? Вот кого вы Донахча, лишились. мне нравится твой ход мысли. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи. Вы слышали только что? Маша Слышали? Алла. То, что там Остготен, это когда было? 4 век, 5 век, господи. это когда? Ну, донские казаки Озготены, понял? Я на 3/4 донской казак. Я приезжаю в Прибалтику, они говорят, ты наш, ты внешний. Команда приехала ко всем по-русски, ко мне по-литовски. Я в Польшу приезжаю, говорят, ну ты больше на немца похож. Ну, по-польски тоже. В Чехии мне говорят, ты немец. Понимаешь? Я на 3/4 донской казак. Мне говорят, что я немец. Я кто есть? Озготен? Ферштейн? Не знаю. Вот и все. Остготы потом, насколько я знаю, в Италию эмигрировали. Вот, в Северную Италию. И там, да, Потом да. королевство. Не, это, смотри, не так. Это Да-да, в Италии- Италия тоже наша. Не, подожди, в Италии Палермские языки. не эмигрировали, а там выходили, когда с немцами уходили на запад, донские казаки, там станицы были такие, что там половина станиц уходила население Кубани, и донские казаки с немцами уходили на запад. В Италии Казацкий. Тесла, Озготен. можно Тесла одно... У меня мысль в голове промелькнула. Тесла одно сравнение еще нашел в исламе и в русском мире. Сразу приведу тебе хадис, в котором пророк говорит, что национальный вопрос, который предка уважает, ему вот это говорит, а Путин при обнулении СССР и, переформатировании в Россию убрал из вот этой графа национальность Да, паспорта. да. И вот смотри, например, пророк говорит, что нам нельзя предков восхвалять, и Путин говорит, что мы все равны, у нас демократия, мир, жвачка, любовь. То есть российский паспорт тебя делает русским. Хорошо. Да. И потом Путин сидит прямо в наглую перед всем миром, отдельно оттуда говорит, что русский народ – это государство образующее. Ага. Это я сразу вспомнил, знаешь, Тесла, что первую главу достоинства родословной пророка. Представляешь, до того схоже это все. Короче, тютелька в тютельку. Имперские идеологии, фашистские. Подожди, Вендетта. Ты смотрел, есть какой-нибудь хадис или в Коране сказано про казаков? Смотрите, подождите. Прямо говорит, Аллах говорит в Коране, единственный народ, которым дозволены усы, это казаки, говорит Аллах. Машалла. Смотрите, вот только что, да, вот немец, да, это поволжский немец. Дон Арчи. Подожди, Сабурды. Дон Арчи. И у нас в селе есть такая река, она называется Энгел. То есть отсюда вытекает, что я энгельский казак. Да не про то, подожди, я вообще как бы не претендую, что, понимаешь, вот вот он, видишь, мы с ним, он говорит, да, вы Озготен. Ты не понял, к чему я веду.
Поволжский немец знает, что донские казаки это Остготен. Разумеется. Нет, то, что Гитлер признавал как бы казахов, они там, казаков, пардон, они вот именно это... Как Ты откуда знаешь, что мы Остготен? Скажи еще раз. Знаю, что остготы были в Крыму. Я знаю, что остготы потом Да, после этого правильно, имели свое королевство да, вот в это и Италии. шла Это в истории линия так с севера на юг, правильно. И донские казаки Да. Остготен так само. Там Вологодская, Феодосий Великий, я знаю. Вологодская, конец в Крыму V века. Вологодская. Короче, все коллективно ищем как бы родословную Да. Дона Ахча. Ну, не знаю, Казак, почему думаю, что разбирай. это Смотри, были казаки. если, Сури, казаки. ну если Я гусь могу похож на привести... гуся. Не, подожди, Тесла. Я знаю хадис пророка, в котором казах упоминается, Василия. Давай. Давай, 1 глава, родословная пророка, хадис. Сейчас Серьезно? номер не вспомню. Но Или там прямо Иваныч, говорится... да, казак. Ибн Василия. Подтверждаю, Василий есть Ибн там такой. Василия. Да, я серьезно, не смейся, это хадис за Сахих Буари. Серьезно, не смейся, ты что, нельзя Я это смеяться. наши Какая чеченские. Василия? Потому что я Остготен, но я чеченский Остготен. Ты вообще все и никто, Дон Арчи. Ты, я не знаю, куда тебе это приписывать. Так в этом весь кайф, понимаешь? Я кайфую от этого. Так. Ну, ты не хочешь быть... Давай я буду ангельским. Да. Да. Энгельский и энгельские поволжские немцы. Вот через вот это самое совпадение я считаю, что я ближе к ним, чем ты. Будем требовать компенсацию. Ты тоже наш. Ты наш ариец, да. Конечно. Наш. Тем более ты умный. Подожди, а кто будет Давайте ходить про Василия. персидских казаков делать? Ты возглавишь. Тебя назначим. Это там была какая-то река, Ибрahim, Перси, как она называлась, какая-то там, затурканная. Давайте я возглавлю. Мне все равно. Там, где Ахчи, меня назначайте. Я буду все в Чечню. Я все Ахчи буду. Вот. У меня мечта сделать, как у Вендетти. У нас, кстати, с ним одна мечта. Мы хотим сделать из Чечни второй Израиль, чтобы все Ахчи к нам, чтобы мы всех этих, во все страны Может, своих. все-таки вторую Швейцарию, как-то Нет, в последнее нет. время меня не привлекает Израиль, куда ракеты кидают. Видишь, какой ты? Тесла, я внизу прислал хадис, прочитай. Видишь, 2276. Передается слово Абу Умара Шаддада о том, что он слышал, как Василий ибн Аль-Ахса говорил. Подожди, это неправильно написали они. Он Василий ибн Аль-Ахча. Этот предок нашего сунжинского казака. Ну, тем более. Смотри, я согласен на Швейцарию. Тесла, вот я тебя уважаю, да, ты наш научный... Ты меня уважаешь? Ну, серьезно. Подожди, на швейцарские корни ты как бы... Не, смотри. Вот Тесла, у него такой какой-то, голос такой. Вот я ему могу слушать часами. Вот у меня, когда я все время лежу там и засыпаю, бывает, под Теслу. Что бы он ни говорил, я вот кайфую. Лежу там, и все интересно. Вот, бывает, она устала его слушать, но я слушаю мне и засыпаю. Тесла, смотри, это слишком лестно. Это комплементарная вербовка. Не, Мы энгельские казаки вообще никому не продаемся. Ну ладно, я искренне, я всегда говорю, что я могу себе позволить это. Мне что-то, понимаешь, Хорошо, Дон Ахчи, мы откроем вторую Швейцарию. Все Ахчи будут наши. Да, вот это правильно, вот это, и тогда мы будем все, как бы вокруг нас будут кучковаться, к нам тянуться, не убегать от нас. Азан на гармошке будет? Не, сейчас не могу, все спят. Не могу. Завтра. Сейчас не могу. Там же у Вени есть запись, у тебя есть. Я тебе разрешаю, можешь каждый день включать. Лучше, чем тогда, я не исполню уже. Разрешаю, даю тебе права авторские. Вживую все равно приятнее. Сейчас не могу, при всем уважении. Вот сейчас не могу.
У меня же тут семья, туда-сюда. Устали уже. Они не выдерживают, они не выдерживают интеллектуального навантажения, разумеешь? Ну, українською мовою. Да не. Ну, я. Вендетта просто забил последний гвоздь в гроб аргументов их, и все. Вендетта он качает, правда, он, да. И лет до этого он там по хадисам, я не знаю, что он там раскачал его про пророка, что он был балаболом, то есть, короче, и привел все хадисы, все как, то есть он просто его, там, он который-то товарищ-то все уходил искать хадисы, потом долго приходил, пока антитеррор не вышел, а потом Вендетта его. И в итоге оказался ингушом. Да, еще ингуш. А я вот только не понимаю, по-моему, ингушский язык, он похож на чеченский? Или что он, как украинский и польский, к примеру, скажем. Очень близко. Не, похож, Да, очень, но он как бы вообще его не применял. Ну, может, И он такой акцента ингуш, как я. там никакого не было. Да, вот именно, Поэтому- акценты, как сказать, характерно не слышно, да, было. Наверняка такой же ингуш, что ли, я. Обычно ингуши на чеченский переходят, когда разговаривают. Потому что это как... И никаких проблем им говорить на чеченском. То есть они, наверное, все владеют, да, если, так сказать, если он владеет своим языком, то он произношение, да, база-то вообще. Ну, допустим, да я вон в Германии, да, вот Германия одна страна, здесь диалектов вот таких, да, которые различаются между собой настолько разительно, что они просто вот, ну, буквально друг друга могут не понимать, если каждый будет на своем говорить. Здесь, допустим, вот, ну, юг Германии, да, вот Бавария, там Байерн, Бад-Мюнтерберг и возьмем север, да, вообще ты туда вот приедешь на север, там даже вот Фленсбург или Гамбург, у них даже архитектура другая, то есть они даже дома другие, там даже вот все выглядит по-другому, то есть это вроде как бы один народ, да, но одна страна, но там Да, я знаю. уже совсем по-другому. Вот у нас здесь, допустим, в Баварии, да, у нас все больше как вот, ну, как в Австрии, как в Швейцарии, все вот так. А там все дома из кирпича, как-то крыши кроют этим камышом, то есть и вообще, то есть совсем как будто они больше какие-то на датчан там похожи, наверное, голландцев или что-то такое. То есть это нормально, потому что, а я говорю, я когда в армии здесь служил, у нас Немцы там... это языковая общность, скажем так. Кто на немецком Да. говорит. А так там даже славяне есть, которые там, они мечились там, не знаю, в 11 веке. Да, есть это Лаузиц в этом Да. в Заксене, там Бауцен город, да, там вот эти вот так называемые лужичане, Лаузиц, да. Это славяне, по идее. У них свой язык, вот, который их, он, ну, как польский почти, но они, в принципе, как граждане Германии, они здесь считаются, вот, они и фризы, по-моему, они считаются здесь как нацменьшинство. Вроде же считается, что раньше славяне там жили до великого переселения народов. Потом они на Балканы попали, потом вот в Московию. Кстати, Славяне, я знаю, жили до генетические Эльбы. исследования, они против этой версии, что сербы славяне. Сербы могут оказаться не славянами. По языку они славяне как бы. Но, возможно, по ДНК Я знаю, что нет. болгары не славяне, но по языку, они говорят на славянском языке, но сами болгары, они как бы как Да, не совсем тюркский славяне. народ. То есть, да. Ну, это и так, если Ну, подумать, в Венгрии тоже все в середине Европы живут, но они там пополовцы, Вообще. которые пришли туда, и Да, с местными они мадьяры, смешались. они, Да. как сказать, они вообще, у них язык Кочевники вообще ни на вообще. какой... Да, кочевники. именно. Венгры, они вообще, у них язык, в принципе, ни на какой не похож, ни славянских вообще ни на какой, то есть, которые вокруг них, ни германских языков каких-нибудь, ничего. У них вообще На финно-угорский они, самобытный. по-моему, относятся к Да, финно-угорским. говорят, что они, да, финно-угорская языковая группа.
мадьяры. Они сами себя, это венграми, это мы их как бы называем, венгры, унгар, а венгры сами себя называют мадьярами. Ну так Дунай, это же славянское название реки. Дунай? По-немецки тоже Донау будет как бы. Не знаю, сказал бы, что славянское. это славянское название. Потому что в Германии Скорее тоже всего, что-то протекает от Дунай. римлян. Все эти названия, они Да, от римлян. да, от наверное, римлян, да, скорее от римлян, да. Дануб, да, по-моему, назывался у них у римлян. Потому что Донау Вообще-то, называется по-немецки. вообще-то все вот эти вот с корнем Дон, они считаются аланским наследием, аланскими названиями. Дон – это как бы вода. Дон, Дунай, короче, дно, Лондон там и так далее. Это не знаю, не могу сказать. Но на немецком Дунай Донау. И он начинается даже в Германии, в принципе. Я служил там, где Дунай, откуда вот там две реки сливаются, и откуда потом идет уже начинается Дунай и течет в сторону Черного моря. Шварцвальд регион, Баден-Вюртемберге. Та же Дания, по-моему, это страна на воде, как бы, да? Или что-то такое подобное. Где-то я читал это все лет 15 назад. Не знаю, я вот как человек... Индоевропейское слово. Вода. Дан, вода, поэтому, кстати, по-славянски. Вода. Вполне возможно, да. Что, в принципе, и славянские, и германские языки, и даже латынь, они все же как бы из индоевропейских, да. Считается. Был же немецкий такой филолог Август Шляйхер, который как бы реконструировали они же когда этот язык, и он даже басню сочинил на нем, на праиндоевропейском языке, про овцу и лошадь, как-то называется вот именно, и она известная. Они же его, когда эти филологи его начали реконструировать, праиндоевропейский язык, и потом вот Шляйхер сочинил такую басню. Чеченский язык, кстати, тоже, или нахский язык тоже индоевропейский, но его почему-то приписали к этому к отдельной группе, еще и на нахско-дагестанским группу какую-то придумали. В Дагестане вообще очень много привезенного населения, то есть там не может в одном месте 30 разных национальностей просто так появиться и тысячи лет там развивать жить, короче. То есть это просто привезено. Даже вот кумыки, они же, по идее, вообще, у них же даже тюркский язык. Кумыки, кстати, тюрки, да. Кумыки, чеченские кумыки – это перешедшие на тюркский язык чеченцы, в общем-то говоря. После вторжения кочевников, да, они сейчас ДНК сдают и выясняют, с какого тейпа они там. Можно спокойно их генеалогию догнать. Вот этот язык, короче, из-за того, что чеченский язык в отдельный выделили категорию, там, на нахско-дагестанский какой-то, его как бы обошли. Хотя там очень много вот этих кельтских слов, которые все это раскрывают. Короче. То есть почему полностью игнорировался вот именно нахский язык, который когда 1000 лет там на Кавказе занимал большой участок, сформировался от этих хуритов и местной вот этой кабанской культуры, смеси. Его полностью так бы бортанули, а там очень много этих слов, которые у немцев есть, у англичан есть, у норвежцев есть, короче, прям вот так раскладывается. Без всяких Я этих. вот что хочу сказать. Мне вот интересно, кто вот эту всю альтернативную историю вот придумывает. Потому что я вот человек как бы с научным подходом, отстранившийся для этого от какой-либо культуры. И я захожу вот в тюркские паблики, вот здесь в тюркские эфиры, там все говорят, Адам был тюрок, первый человек, там есть доказательства. Вот все раскладывают. Захожу там, где вот
ватники сидят какие-нибудь, там постепенно на эту тему заходят, они начинают, вот там Библия первая на славянском была написана, вроде все тоже, все бьется, все раскладывают. Здесь Нет, зашел, извини, опять подожди. Извини, вообще глупость можно сказать, но она там ничего не раскладывается. Не разложится у тебя Библия первая славянская, никак, короче. И тюрки тоже не получится у тебя. И вообще, если ты заметил, ты привел пример 2 имперских народа, которые занимались захватом и оккупацией земель. То есть, понятное дело, что они под свои имперские запросы историю подворачивают. Их вообще слушать нет смысла. я понимаю. То есть сейчас такое движение есть, называется folk history, да, вот такая вот альтернативная история. Там вплоть до вообще самой лютой дичи. Самые знаменитые представители ее, так называемые Фоменко и Лисовский, которые у них там новая хронология, когда они там что-то вычислили, что история человечества гораздо меньше лет. То есть, там полная дичь вообще. И сейчас уже из вот этого, наверное, всего всякие разные разветвления. Я не знаю, как насчет первую Библию на славянском языке. Я знаю, что на немецкий язык Библию перевел Лютер. До этого она здесь была только на латыни. И так что немецкой Библии именно всего лишь 500 лет, если так вот. Я не поддерживаю эти версии, это я просто вот рассказал, чисто вот с научной точки зрения, потому что у тех же, например, у тюркских народов, я спрашиваю, вот, например, у наших казахов там, вы читали Карасоз? Они даже не знают, что это такое, то есть это слова назидания Абая, они на казахском называются Карасоз, то есть это как бы игра слов, посмотри слово. Карасус, да? Карасус. Я правильно Нет, понял? сос это слово, кара это смотри. Ну смотри, у меня 7 черных поясов по Корану, Камасутре Аллаха. 7 разряд. Нет, я вот не договорил, которые реально вот своих, как сказать, своих певцов, акынов, свою настоящую историю они не знают, но альтернативную вот интересуются, все там расскажут, какие великие, то есть ими чем гордиться на самом деле этим людям. Вот я полагаю, чеченцам также, чем учить Коран, я не против Корана, но им можно учить настоящих чеченских писателей, чеченских каких-нибудь поэтов, там, певцов исторических. Я поэтому наизусть выучил Коран, Камасутру, альхамдулилля, любой аят, любой хадис. Просто разложим по полочкам. До всех щелей доводим, все тафсиры достоверные. И прилагающий к этому именно аяту хадис, в каком месте, как был ниспослан, для чего, для какого положения. Прямо ситуации, репортаж с мест событий. Просто воспроизводим картину происходившего в 7 веке. Вообще без проблем. Я не знаю, насколько ислам развратил чеченцев, но вот здесь у нас проживает в Германии, как сказать, диаспора чеченская. И из всех мусульман, от чеченцев как бы никогда не слышно, чтобы кто-то там где-то в негативном свете, чтобы где-то как-то, то есть, в принципе, народ нормально живут здесь, они здесь как бы негатив, nicht aufgefallen, не знаю, как это по-русски-то сказать. То есть никогда ни разу не выделились именно в каким-то негативом каким-то, что вот как вот сирийцы те же самые, афганцы, потому что пока не выкорчеванные. Да, не до конца еще вошли. Да, не добитые. Я вот в ТикТоке наткнулся на одного парня молодого чеченца, да, он, очевидно, уже здесь, в Германии, родился, я так понимаю, потому что немецкий язык очень чистый. То есть, вообще, наверное, родители его, может, в 90-х годах приехали сюда, и он уже здесь родился. И вот он обращался, к чеченцам тоже, да, что вот он говорил им, что у чеченцев такая традиция, что если мужчины стоят, разговаривают, и мимо идет какая-то женщина, они специально начинают говорить громко, чтобы женщина слышала, что не обсуждают ее, как бы, то есть не говорят о ней. И вот он призывал это также, здесь ребят, чеченцев, к этому. И даже, вот что меня особенно сильно, прям как сказать,
понравилось, да, он призывал, говорит, давайте, вот чтобы, ну, не все же понимают чеченский язык, да, и вот чтобы переходите на немецкий, пускай хотя бы там отдельные слова или фразы, чтобы женщина, проходящая мимо вас, поняла, что вы не говорите, как сказать, о ней. И это очень достойно, это прям, ну, действительно, такого от каких-то там других, это даже немыслимо, чтобы какой-нибудь сириец вот так вот к каким-то своим землякам вот так обращался и призывал их к такому. Это очень достойный поступок, прям действительно. Ну, надо дать должное, несмотря на вот это, как бы это правильно назвать, там, безумие, вот, которое посредством этой идеологии вообще в нашу среду, скажем так, притащили, да, Антологии полностью. и, Народ сбили с рельс. да, пытаются вот так внедрить. Вот это надо дать должное. Вот все равно каких-то изнасилований, потом, ну, вот такое вот связано вот, там, с культурным вот этим. И это, к счастью, вообще какие-то единичные случаи. На пальцах можно даже пересчитать одной руки какие-то вот такие моменты. И, но это как бы недолго, неизвестно, сколько продержится еще. Потому что 4.24 позволяет насиловать. Если это во всей красе будет в итоге как бы уже внедрено, да, в общество, то там и от сирийцев недалеко, от сирийцев, от всех остальных. Да. Не, это вообще, в принципе, я поэтому я говорю, я не так давно стал, ну, следить за творчеством формата и вот это, да, и я полностью согласен с этим, что чеченцам надо противостоять вот этой арабизации и как-то именно, иначе это, ну, народ просто, он, ну, как народ, как самобытная культура, да, он исчезнет. А это, ну, потому что они, может, останутся потом, да, вот, то есть, там, название какое-то или какие-то люди. Но вот именно сама вот эта вот самобытная культура, которая вот чеченская, да, она действительно, которая, несмотря на то, что не было как своей письменности, но сохранилась через тысячелетия, можно сказать, да, то есть она пропадет. Я вот услышал европеизацию, как раз таки Европа именно сканировала всю полезную вот эту суть быта чеченцев и кавказцев в частности. Все это демократия, это свобода слова, свобода религии, свобода мнений, равноправие. Это все перенято как раз-таки от чеченского образа жизни и образа в целом кавказских народов автохтонных. А эта Европа сама произошла от наших предков. Потому что немцы сами говорят, что 2000-2500 лет назад их предки переселились с Кавказа, в частности, в Чечню. Да. Сегодня в скандинавских народах есть наши слова, сегодняшние даже. Бер, бер, ребенок. Айд, вот у них есть, как они говорят, прямо как у нас. Тут только там ударения разные, и не может одна-две буквы. Ну, это семейство индоевропейских языков, как бы. Чеченцев кто-то хочет европеизировать. Нет, чеченец-то и есть европеец настоящий, если его оставить на своих корнях. Не тратить миллиарды, чтобы его сбить с панталыги через разные идеологии. Вот это вот. Ну, вы понимаете. Да, я тоже согласен с вами, что пускай чеченцы останутся чеченцами. И потому что это очень-очень, ну, как сказать, традиции ваши, они действительно очень красивые, благородные, просто это действительно очень достойный народ. Я говорю как-то, потому что, ну, у меня наши, как сказать, деды, да, они общие несчастья как бы понесли еще там, как бы встречались. Я всегда еще слышал, что вот именно чеченцы, это они немножко особенные как бы люди. Это очень-очень достойные люди. И было бы... Я вот поэтому за, чтобы
Я бы даже хотел, чтобы наша, вот, как сказать, молодежь, да, немецкая, она больше бы общалась с чеченцами и перенимала бы от них вот именно вот это вот, как бы, чтобы при вот таком полном моральном упадке, да, что вот у нас мужчин, в принципе, фактически не воспитывают уже, да, то есть это все как-то куда-то ушло, не знаю, в школе, в детских садах, там мальчики, если что-то немножко это сразу, ой, нельзя, каких-то вот, знаешь, как один сказал немец, вы воспитываете овец, а привозите себе, короче, как сказать, именно хищников в страну, а из своих парней воспитываете овец. И вот поэтому вот такой вот бардак и происходит. Один момент. Сейчас, если бы чеченский народ, хотя бы тот, кто изгнали с этой земли, которых нас пытаются оторвать уже, вот эти бабуины, которые приходили в 7 веке, в начале 8 века, да, насилуют наших матерей, женщин, сестер, дочерей по 4 суре 24 аята. 40 штук закопано вот этих самых святых угодников, асхабов, сподвижников, подчиненных халифа, там, амиров, генералов, 40 генералов в одном, вот только Дербенте закопано. Да, вот этот подрусская шлюха, вот этот, извиняюсь за мою прямоту, проститутка, вот эта Курбану, лубянская крыса тоже. Там ходит, короче, лобызает вот эти могилы, потому что Курбану является рожденный от 4 суры 24 аята. На него хлеборезку посмотрите. Смесь бульдога с носорога. Им наплевать на эту историю, традиции этих народов, потому что они являются теми, которые заселили в то время 20-30 тысяч голов, вот со всякой разношерстной брод туда посадили и ассимиляцию сделали. Вот эти шамхалы, мамхали, хуйхали. Тем же самым сегодня занимается и Российская империя фашистская. Уничтожая этнос одного целого народа, который стоит плотно на своих ногах, туда разную вот эту шуаль со всех уголков притащит. Сегодня как в Крыму, например. Да, отжали Крым-то, сейчас посмотрите, вообще поедьте в Крым. Короче, как и мусульманский мир, русский мир приходит, засоряет все, гадит вокруг себя, срет и еще спрашивает, а кто это сделал? Бля, по сторонам еще смотрит. Кон в пальто. Алло, 29-й. Обама все еще гадит русские подъезды или уже там наладил? Не, Трамп уже не гадит, он уже аккуратно на вот это, как толчок, вот эту дырку ходит, 37%, которые школы в России, представьте, в 21 веке ходят в дырку на улице, 40-50 градусов. А нам чети строят за миллиарды. Русский народ, скажите вашему халифу, царю, Богу, Аллаху, Путину, чтобы вам поликлиники, дороги, детские сады, которые переполнены таджиками, узбеками, всякой, как говорил Зуган, нечистью, всеми, у нас за миллиарды, нам не нужны базы Аллаха. Нам не нужны медресе, которые учат арабскому. Я нахрен не нужен, как эта бабушка говорила, арабский язык. Но Арабия, да он за 3 звезды, короче. Зачем нам арабский мир? У нас соседи есть, грузины есть, казахи есть. Ну, тут вот с турками можно где-то там чуть-чуть, короче, какие-то отношения наладить. А так, короче, то же самое, дерьмо только в другой руке. Да, мини-диктатор на минималках с Алиэкспресс, с усами муджахид Аллаха, который Коран, Камасутру читает при каждом удобном случае на видео. Да, представьте, Ататюрк, который полностью ислам зачморил, сидит под портретом Ататюрка и рассказывает про ислам. Да, этот Эрдоган, он как и называется, феркапта исламист, то есть такой замаскированный, как сказать, скользкая проститутка. Да. Он на всех стульях усидит. Представь, он состоит в НАТО состоит. Он крышует вот этого Алиева.
Он крышует вот этот, короче, как его называют? Вот Ну, в это Сирии противостояние вот этих вот... курдов, язидов, вот эти, все эти конфликты, он вот этой конторы, оружие. С одной стороны русские дают, с другой Турция. И друг друга мочат в сортирах. Ну, он же торговал и с этим, с Даишем, там, с этим, с Изисом, да, он же с ними там Да, как... когда Россия Это он же, отдавала с одной стороны оружие, Турция с другой. И направляла туда инструкторов под видом муджахидов, которых сегодня Россия, кстати, подсунула украинским спецслужбам под соусом чеченца. Абдул Хаким Шишани, бля. Представь, это говорят мне чеченец, опущенный, которого Нарышкин использовал в Сирии во все щели, который встречал в Турции чеченских парней, которые приезжают с Европы, со всех уголков, и прямо отправлял на тот свет гурьям, путанам Аллаха, да, через мясорубку, которую Путин, и Эрдоган и всякая нечисть, как его, который в Ростове сейчас с золотым батоном сидит, вот этот Асад. Вот вся эта шуаль, короче, наших парней через мясорубку провела. А этого, короче, подсунули украинским спецслужбам. Вот этот Буданов, я думаю, что у него уже кукуха очень не варит. Я его несколько раз уже отправлял, Маляеву. Алло, 29-й. У вас в Украине под чеченским флагом, вот чеченский флаг, если оставите, я это не буду говорить. Уберите чеченский флаг, там, создайте для них Карамахи, Чабамахи Украины, два Эмират пускай строят у вас, Жихад, вот черный флаг. Чеченский флаг оставь, Буданов. Он сидит, короче, говорит, что он использует их. Не, Буданов, тебя уже во все щели ФСБ использовала. Вот прикинь, террористы делают фото рядом с президентом Украины. Вы просто вдумайтесь. Сейчас, короче, как вот это все начнется, они покажут видео, как вот этот Абдул Хаким Шишани головки, короче, секир-башки делают, и потом будет показывать фото с Зеленским. Да, скажут, что украинцы используют террористов, когда они сами их используют во все щели. Понимаете? А вот этот наш флаг оставьте, вот ваши, короче, разборки без участия чеченского. Кто имеет право создавать на территории другого государства военизированные подразделения под именем чеченские батальоны? Опущенные, Закаев. Назови их как Кадыров, кадыровцы, закаевцы. Это же ваша тема. Лубянская крыса, бля, в Лондоне сидит, бля, шариат строит голубой. Вот это все, вы уже, вам деваться некуда. Донахча, сейчас, если ты азан не споешь, короче, нас вообще блокнут. Ради Аллаха, ради всех святых угодно, ради нашего святого PDF-файла Музмаги, спой нам азан, 4-кратный экбер, хамдулиллах, на турецкий манер. 32 плюс-минус, Аксимус, Аллах воскресиус, Бисмилляхус. Можешь без гармошки тоже, потому что как бы по сунне там вообще музыка, она запрещена. Чуть-чуть гармошка, да, хотя бы несколько припевов. Панчачу, я тебе по почте черемшу 10 килограмм отправлю. Вместо цветов. Смотри, сейчас я тебя наберу. Вопрос есть. Вот смотри, уже по сунне 33 розы. Смотри, 33 по сунне. Нечетные. Как вот Тесба делают 33 раза на пальцах. Помнишь, когда намастит закон? О, 33 розы отправил. Ради Аллаха. У меня вопрос есть по исламу. Вообще вот я слушаю, в исламе музыка запрещена, человека запрещено изображать. Наряды, мода, получается, тоже как бы запрещена, я так понимаю. В исламе даже картинки Узоры, я не с знаю. живые существами, вообще картинки нельзя рисовать. Вот этот наш герб, вот это волк, тотемное наше животное, которое наши предки выбрали, говорю. Но наши предки выбрали это тотемное животное, потому что вот
они с ними рядом жили. Вот сегодня собаку как используют в домашних целях? Наши предки делили с волками добычу. Да-да-да. Да-да-да. Вообще никаких конфликтов не было у наших предков с волками. Жили в дружбе, мире, любви и согласии. Делили даже добычу поровну. Да-да-да. Волки выслеживали, а наши предки, короче, как следует, короче, в капкан ловили и делились с волками. Я вот хотел вопрос задать. А что вот из культурных явлений разрешено в исламе? Что-нибудь можно хотя бы? Ни одно. Ну, Ни там одно не собой. из этого, скажем так, там, творческого вот этого дела, да, если взять там художественное дело, рисование, то допустимо вот это, как она, как каллиграфия, то есть вот эти всякие Такие узоры. орнаменты, да, у них такие, да, Да, узоры такие узоры, там, специфические, закорючки, вот да. это, да. Но это опять же, наверное, я думаю, это пришло уже в ислам, когда ислам именно распространился на более Да, развитые вот да, территории да, Сирии, там, Согласен. Персии, да, как Согласен. сказать, потому что Ну, там, видите, даже вот как сейчас наш этот собеседник подтвердил, то есть это даже и это не приветствуется. Он про каких-то этих Авиценну, как его по-другому, Ибн Сина, там, какие-то вот эти... вот, да, я об этом... Да. И хвалится. То есть я сам 100%. слышал какой-то русский давач, При жизни, он его такфирил. при жизни их преследовали, да, там, подвергали гонениям, там, убивали, а потом уже сейчас, впоследствии, там, исторически, когда вот уже видят, что они что-то дали там миру, да, и их начинают приписывать, это наши. Это у них, я смотрю, вообще как бы принято, они такие как бы гибкие вот этих вопросов, да, там, когда что-то надо, у них и хадисы, и не хадисы, и это вообще не такое, и это так, и не так, то есть я нет дебаты смотрел формата, да, ну, там у них у каждого, там, каждый, кто заходит, он эти хадисы по-своему толкует, как хочет, как вот выгодно, да, и, наверное... Вот это этот вот такая Макс, гибкость. вот этого Макса, мне его жалко стало, потому что сзади затылок, короче, куратор дышит, прямо его дыхание слышно. И слышно, как он боится, что его выкинут, короче, что ему, короче, перед начальством ему не дадут полностью выложиться. Мне его жалко стало, вообще честно, уже они их давят во все щели. Муфтият, вот это, все поставлено на уши. Ну, В Европе, вполне не исключено, что это был представитель Сурсада. ну какая разница, ну там затылок дышит куратор. Полностью тему согласовали и хотя бы сделать вид, что в каких-то вопросах нас можно как-то нагнуть, типа, исламом. Нет, короче, вы исламом больше нас не нагнете, потому что мы и поняли, как вы его используете. Полностью вашу тактику, стратегию. Какими рычагами, какими манипуляциями вы занимаетесь через эту фашистскую идеологию. И сегодня мы это донесем до всех европейских стран. И я, если даже не доживу до этого дня, через лет таки 10, 20, 30, как русский мир перестанет финансировать его, то, что в европейских странах и на континенте европейском, к которому относится и какая-то часть России. Да-да-да. Вот когда финансирование закончится, и вот эту, с этой империей мир решит, последнее такое видимое, потом вторым эшелоном идет ислам. И эта идеология будет запрещена во всех цивилизованных странах. Да, как фашистская. 100% это вообще без исключения. Потому что эта идеология разъедает мозги, расплавляет. Эта идеология дозволяет убивать даже своих родных, близких. Да. Мать, отца, брата.
Вот женщину. немножко, наверное. Хотел Вы сказать, То, понимаете? что ислам это идеология, я совершенно с вами согласен. Это, Я вообще это потому не что... религия. Это не Не, религия. это вообще там, я говорю, я раньше, вот до недавнего времени, я как бы так, я 52 сам, по идее, человек плюс-минус. не такой особенно набожный, да, и думал, ну, что ислам, ну, что-то вроде как, ну, как и все, я в Казахстане родился, да, там были, ну, мусульмане, ну, да, то есть, то же самое, что у нас вроде как бы, только у них там свой пророк, и Бога называют Аллахом, да, ну, свинину не едят, ну, и Бог с ним. А вот когда немножко, как бы, вот тут начал смотреть, и, ну, сначала вот видеоформата, где он прям аргументирует, да, он прям цитирует, он же ничего от себя не, он цитирует именно их источники, которые, по идее, для них вообще это догма, да, то есть, я как понимаю, это нельзя как-то там менять и прыгать. А в ответ начинается какое-то, то вот, значит, забалтывание какое-то, вот, словоблудие туда-сюда, вот, или просто вообще просто натуральная ругань. И я сам тоже начал проверять, читать немножко, да, вот то, что там, блин, ну это правда, то есть там ничего вообще абсолютно духовности никакой. Это чистой воды под религиозную, вот какую-то такой, в религиозной оберточке, экспансионистская такая вот идеология, которая вот, на захват, доктрина, порабощение. боевая доктрина. Да, доктрина, да, вот именно чисто вот такой чистейшей воды. Тут это, блин, прям, ну, даже не надо быть особой там 7 пядей во лбу, да, там таким прям умным. Тут это факт налицо. Это вообще, это совершенно верно. Ислам опасная, чрезвычайно опасная экспансионистская идеология, которая сейчас, вот сейчас у нас, вот, в частности, в Германии, да, последние вот годы, ее прям как будто вот эти все эти наши левота, все эти зеленые, эти воки, все вот эти, да, они ее прям насаживают сверху, давай, насильно. У нас еще не так, как в Англии, где так много их, да, или Франции. Здесь, ну, как сказать, 5 миллионов мусульман всего проживает на 82 миллиона граждан. То есть здесь 77-75 миллионов не мусульман, но все равно. То есть тут уже недавно был вообще какой-то дичь. Они, эти зеленые, подали как бы законопроект, то есть, да, чтобы принятие закона поставили как прошение, в котором, то есть, ну, чуть ли не вот сейчас Рамадан надо признать государственным праздником, мусульманам в этот день выходной, а почему тогда только мусульманам? Тогда почему, ну, как сказать, а не всем? Ну вот, и там в школе его преподавать, и чуть ли, ну, вообще какая-то чушь. И это, благо, слава богу, не прошло вроде как бы у них, да. Но это опасно все. А нет ли такого, вот я вижу, зачем это немецкие политики используют, вот исламистов привлекают, как я вижу. Долго я вот искал и не мог понять, и недавно мне вот, я это увидел сам, читая историю Великобритании. В общем, я считаю, что это сделано для того, чтобы на этой волне выйти из Евросоюза. Якобы, в общем, Британия, как будто бы она на этой волне именно людей как бы настраивает, самих британцев. Типа у нас вот иммигранты из-за того, что мы в Евросоюзе. Нет ли такого в Германии чувства, что у вас мигранты из-за того, что вы в Евросоюзе именно состоите? Смотри, Венгрия тоже в Евросоюзе, Польша тоже в Евросоюзе. Там же такого нет. Нет, это вот с Меркель, да, вот. Блин, вот с нее началось. А сейчас это вообще превратилось через всякие вот эти вот так называемые НГО, да, вот эти неправительственные организации, которые на поверочку все, оказывается, сидят на финансировании как бы правительственном, да. Вот это вот все как-то разгоняется. Любая какая-то там критика ислама сразу приравнивается к расизму. Я вот только не понимаю, при чем тут, ну, это как задницу и палец сравнивать, да, где расизм, а где как бы критика там, или вообще, ну, критика какой-то там религиозной практики. Это Вот. понятно, Ну, а цель, для чего вы, как вы считаете, понятия для не чего имею. это Мне делается? кажется, что вот эти леваки, да, они же, ну, все эти, они же постоянно обуянные вот этой дурацкой идеей перманентной революции,
Раньше они все хотели вот столкнуть вот это все с помощью пролетариата, как бы вот этот марксизм, все То, вот это, что да, бам-бам-бам, это не получилось. Сейчас, типа, немецкие пролетарии, да, я сам рабочий, да, в Германии на заводе работаю, подвигнуть на какую-то там революцию это невозможно. Сейчас у нас все работяги бегают, голосуют за АФД, за партию, которая против миграции. Но вот эти вот придурочные культурно-марксисты, они вот, смотри, вот сейчас здесь проживают много всяких выходцев из всяких разных исламских стран, да, боснийцы, турки, там, курды, сейчас им все, арабы, которые там приезжают, марокканцы. Они оторвались уже, допустим, когда они во втором, в третьем, четвертом поколении здесь, они оторвались от своих как бы национальных корней, здесь проживают некой такой маргинальной массой, и вот тут приходит ислам как единственная идеология, которая их всех объединяет. Не приходят, а притащили Ну, полудохлый. притащили, да, то есть они его тут Полудохлый труп. как бы Это на сцену КГБ. вылезает ислам. Подожди. КГБ СССР отправляла из всех народов, на которых они будут использовать, определенных людей туда. Вот эти муфтияты, которые сегодня работают, вот эти вся шушера, они это по наследству получают. Да-да-да. Ахмад Хаджи Кадыров, его кто отправил? Бухару. Это ближнее зарубежье тогда считалось. Ни один человек не имел права выезжать без ведома КГБ СССР, без подписи. Откуда бабло было у Ахмад Хаджи Кадырова, когда чеченский народ голодный, холодный вернулся из Казахстана? Откуда шиши? Аллах дает. Как сегодня Кадырову, младшему Кадырке дает. Да-да-да-да. Да-да-да-да. Аллах дает. Так вот, Аллах они, дает. вот вы закончили, они Аллах пытаются с Кремля. объединить. Они пытаются объединить вот эти землячества, так скажем. Турков вот много в Германии, я знаю. Потом вот марокканцы вы говорили. А дальше что? Революцию, да, сделать? Они здесь уже в четвертом поколении. Да, они В Турции немецкий этих рэп турок уже уже не делают. считают турками, они их уже алманджан называют, то есть немцы, да? То есть они потеряли свои корни. Здесь к новым как бы к этим не пристали, то есть болтаются туда-сюда. Также и не только турки, все вот именно вот эти, как сказать, из исламских стран беженцы. Ну Сейчас да, это сюда я приехали вот именно понимаю. еще масса арабов, вот этих, ну, сирийцев, Это не афганцев. беженцы, я вас еще раз заверяю. Это захватчики, Это да, это спецоперация. Это спецоперация, потому что поляки, это поняв, построили забор. Когда Путин через аэропорты Лукашенко начал их целыми самолетами туда завозить, поляки молодцы, у них спецслужбы хорошо работают. Поляки сразу среагируют, заставил правильно весь Евросоюз, видите, вот эти дикари нахрен, давайте тут нужно забор построить. Вы всех позвали сейчас нахрен, они к нам рвутся. Среди них 100% были люди, которые подготовлены к террористическим актам, чтобы Европа просто делала то, что Путин скажет. Блокирование оружия, которое доставляется в Украину. Да-да-да, через террористические акты. И в частности, хотели, чтобы чеченцы этим занимались. Именно. Как раз таки самый нужный момент был. Да-да-да. И когда мы вначале, я этих людей узнал, мы начали об этом говорить, терроризировали всех. Даже сегодня продолжается. Там язык, головку боятся, короче, говорят, но язык это переломают. Твою женщину будем насиловать. Мы сейчас едем к твоему отцу. ЧГТРК, представляешь? Едет к моему отцу. Что сказать, что я послал Аллаха нахрен. Ну поезжайте. Поезжайте. Я вам дам интервью, да, я тоже онлайн-камеру включим и посмотрим, что вы скрываете под Аллахом, под этим PDF-файлом опущенным вашим, который вы суете. Вонючего вот это араба, которые сами арабы нахрен послали. Эту идею. А это их бизнес. Да-да-да, это арабский бизнес. На воздухе, тут нельзя, на камнях, короче, миллиарды делают. Миллиарды. Каждый год 50, 60, 70 миллиардов. Как с лохов капусту рубят. И то зеленые доллары только принимают. Доллари. Несите доллари, мы вам дадим лизнуть святую щель Аллаха. Да-да-да. Ты имеешь в виду хадж, да? Ну да, туда же, там же вообще... Да. Это чтобы Аллах, короче, списал с тебя все грешки, ты должен его, эту святую щель лизнуть.
Да-да-да, это шель Аллаха. Если ты лизнешь туда, все, Аллах тебе прощает все грехи. Альхамдулилля, 32 плюс-минус, аксимус, Аллах воскресиус. Да-да-да, Ну Аллах да, она по милосердный. форме действительно похожа, да, на пилотку. Это и есть, если там у него до исламской, просто посмотри, поковыряйся там. Да Женщины это туда я свои, вот что они, да, это же свои мне... менструации туда мазали, мужчины свои короче, вот это, как этот говорил, караматы мазали, Костецкий, как говорит, у него большой карамат был, до плеч, чуть выше плеч удлинялся. Вот эти караматы туда, ну, бесплодие, короче, думали, что лечит этот камень. А сейчас, короче, чеченцы идут и туда лижут этот камень. Это, представляете, это какой позор. Те, которые приходили убивать, насиловать наших женщин, забирали в рабство наших детей, туда сейчас чеченцы идут и врагом перед всем миром стали. Это потому, что мы историю забыли. Нам подменили историю. И сегодня я, когда это говорю, говорят, что мне бесплатно занимается русским терроризмом в Европе. Меня терроризируют чеченоговорящие за место русского мира и арабского вот этого захватнического мира. Две имперские фашистские идеологии. Бесплатно за меня. За их работу делают. Да, полезные идиоты, но сегодня мы знаем, что среди них есть 100%, которые стучат дома, везде, которые работают на российские спецслужбы. Частошный наш опущенный брат Шмакова, Тумсо Лубянский. Да-да-да. Полностью, который спалилась. И сейчас прикидывается шлангом. Никакой шариат он не хочет. Ему, видишь ли, Швеции хватает. Вы там в своем дерьме копошитесь, говорит, а я тут буду жить. Потому что 1 300 000 он уже заработал. Да, Аллах. А ты докажи, что не Аллах ему 1 300 000 прислал. Долларей. С салона беженец покупает с салона автомобиль, который швед себе может позволить, работав там, не покладая. 5 лет, 6 лет, 7 лет шведу нужно поработать. Да-да-да, Аллах дает тому, кому пожелает. Аллах способен на всякую дичь. Такой аят есть. МТ-85, приветствую. Здравствуйте, доброй ночи вам. О чем тема? Тема о человечности. Обо всем. О человечности, да, я понял. Но по-чеченскому это будет адмала, человечность. Да. Смотрите, ребята, кто бы как бы себя ни называл, и какой бы он себя ни прикрывал религией или чем-то другим, но если он делает зло, он преступник, понимаете? Все. И нету извинений. Ни буддисту, ни христианину, ни мусульманину, если он делает злобно. И поэтому в мире... Вот это, который ты первый сказал, человечность. Вот тот, который отходит от этого рельс, он становится преступником в любом обществе. Да, и он использует, понимаешь, людей, которые не обучены, не обознаны. Вот, создаются религии, понимаешь, которыми прикрываются и говорят, что они такие борцы короче, они защищают Бога. Неужели вы думаете, Бог нуждается в нашей защите? А? Вот так подумайте. Человек, это который сотворил небеса, землю и все вот это, что мы имеем и пользуемся, вот, сотворено для нас. Вот, всесильный, всемогущий, вот, и, мудрейший творец всего видимого и невидимого, он какой-то человека, как муравей, понимаете, нуждается в это самое защите. Нет, он нас защищает. А как он нас защищает? Он нас защищает друг через друга, призывает быть людьми, быть человечными, и жить под тем законом, которые он дал нам, людям. Не убивай, не грабь, не насилуй, не лжесвидетельствуй. Вот. И все, вот это и так и далее пошло. Вот. Одним словом сказано, человек, не делай другому того, чего бы ты сам не хотел получить. Больно, когда тебя бьют, не бей другого. Больно, когда тебя обзывают, неприятно, не обзывай другого.
И вот этого нужно придерживаться. А прикрываться, понимаете, прикрываться какими-то ритуалами или какими-то выдуманными, придуманными самими же теми же людьми, канонами, законами, вот, что этот неверный, этот верный. Кто тебе дал такое право? Ты что, Вот это судья? очень хороший вопрос. Это дает право и Не, религия, которая внедряется, чтобы в управлять этими массами. изнасиловании есть благо. Вот нам здесь объяснял один товарищ, сейчас раньше заходил, и объяснял, что в изнасиловании есть благо, какая-то мораль. Да, да. Ибрагим, Ну он да, знает, что в чем... в России Он мне не ответил. в России это МТ, благо. извини, вот этот момент я просто забуду. МТ, Ибрагим, он мне не ответил на вопрос, как я должен вот это воспринять, когда меня привязали, моего отца убили, моего брата, моих всех родных, мужчин, забрали всех женщин, и я эту картину вижу, как они никахят моих женщин. И как я это должен был воспринять? Ва, милость Аллах, как прекрасен ислам. Как ты думаешь, я бы этот ислам принял, и он там вообще промолчал, на другую тему перешел? А те, которые пришли и прислуживают убийцам, понимаешь, твоих близких и родных, а потом они строят мечети. Кому эти мечети нужны? Или храмы там христианские, когда, понимаешь, кому они нужны? Ты храм В данный построй в момент они себе. нужны Путину. Они в данный Да. момент нужны Путину, чтобы показать всему миру, посмотрите, какие они опущенные. Это не чеченцы, это какие-то недоарабы опущенные. Я же говорил, что вам это террористы, это не те чеченцы, которые вы думаете. Я знаю, кто такие чеченцы, потому что Слушайте, я в я об армии. этом не думал, кстати. Реально же так получилось. Он в Брюсселе Я в армии. говорил, мир предупреждал в Брюсселе, он же готовил эту спецоперацию наперед. Он в 2002 году говорит, что они все террористы, они говорят, что нужно убивать всех кефиров. То есть он тогда еще знает, что такое ислам, как сегодня мы узнали. Он этим пользуется, как раз таки он наперед им говорит. Он их предупреждает, когда Россия оттуда уйдет, там они устроят Афганистан 2.0 и ИГИЛ 2.0. Понимаешь? И сейчас они, когда оттуда уйдут, сейчас же уже придется уйти, хочешь не хочешь. Контингент там 300 тысяч, 200 тысяч, аппарат, министерство, МВД, это кормить там вообще смысла нет, потому что газ, нефть никто не будет покупать. Да, эмбарго на год, на 2 года, вообще полный. Не то, что санкции, эмбарго, устроить голод. До чеченского народа уже всем фугас сложить будет, да. И тогда там оставляют оружие, и Россия притаскивает, как обычно, со всех уголков вот этих террористов, маньяков, головорезов, как она и сделала в начале 2000-х. Хатабы, шматабы, хуйтабы, вот всю эту шушеру привезли, русскоговорящую, кстати. Какого-то хрена, бля, арабский, это арабоязычный, на русском разговаривают. Алло, 29-й, мы приехали. Дальше пути нет. Лучше вот тут остановиться, признать все, выплатить репарации и разойтись по-нормальному. Да. Придется. Но сейчас просто уйти не придется, потому что, чтобы нас забудулачить, затащить в это, на нас потратили миллиарды американских долларов. И сейчас, чтобы чеченский народ обратно вернуть свои рельсы, нужно потратить будет 3 раза больше. И этот банкет нужно будет оплачивать каждому человеку, который имеет в кармане двухглавый паспорт, кроме чеченского народа. Да. Поэтому Путин убрал графу национальность, которая была в паспорте СССР, кстати. Графу убрал национальность, да, чтобы на всех раскинуть эту ответственность. Согласились, короче, схавали, вот теперь придет счет, оплата. Вот хотел сказать еще кое-что. У меня такое впечатление, что некоторым странам выгодно держать некоторые другие страны, чтобы там был ислам. Потому Абсолютно, что там абсолютно. же нестабильность идет, во-первых. Это Во-вторых, там нет управляемый научного конфликт. прогресса В никакого. любое время просто подкинуть Третье, оружие
Да. радикализм, чуть газу дать, свободу, они начнут, короче, там хаос. Как мы сегодня видели в Сирии, в 21 веке, вау, головы, это еще как вот эти в фильмах с лучшим качеством, как будто, я не знаю, извините, куриц каких-то, короче, отправляют на тот свет. Вообще на весь мир показали, что такое настоящий ислам. Это был настоящий ислам. Алло, вот этим занимался именно пророк и его окружение. То, что мы увидели вот этой Сирии, это был чистый ислам. Вот этим занимался пророк именно. Войны, 90 миллионов индусов вырезали, египтян, Йемен, Ливан, вот это, сирийцев. Это были народы со своими культурами, как у нас, со своими языками. Всех их женщин изнасиловали, совокупили с ним. Прямо пророк говорит, какого хрена вы из кобуры вынимаете свой карамат. Без разницы, куда ты кончишь, в кобуру или высунешь. Аллах там, короче, рулит. Вы представляете, что там происходило? Просто картину воссоздайте, пророков заходит его вот эти, короче, окружение, маньяков, головорезов, вот этих убийц, короче, насильников, душегубов. И прямо сидят после, раскидывают трофеи, 109 глава продажа рабов. Барыгой был пророк, который рабами торговал. 2229 Сахих хадис. Однажды мы сидели у пророка и спросили: «О посланник Аллаха, поистине мы захватили пленных, любим богатство. Как ты считаешь, можно ли извергать семя невлона?» Маша и Аллах, блядь. Пророк вообще, короче, разве вы делаете? Прикинь, он удивленный. Какого хрена вы вытаскиваете из кобуры? Без разницы, говорит, вам ничего не повредит, если в кобуру, не в кобуру, короче. Аллах, короче, уже предрешил. Представляете, физиологический процесс отрицает все создателя всего, который нам все, животных, вот этот процесс, если не делать, не рождается же. Да, я еще договорить хотел. Я хочу сказать, кроме нестабильности политической вот такой, еще есть другие факторы в исламских вот этих государствах, так скажем, в странах, где доминирует ислам. Причем я ничего не имею против ислама, против Корана, чисто факты. Я вижу это не развитие культуры, второе вот, и третье это отсутствие развития науки. Например, даже вот самолет изобразить или там построить чертеж самолета, я так понимаю, они не смогут. По той простой причине, что как там разместить пилота, если человека нельзя рисовать. То есть нельзя Даже изобразить самолет, человека. наверное, нельзя будет изобразить, потому что Да, это, да. вот именно Транспорт, интересно. транспорт, это лучший, самый любимый транспорт пророка, это Ишак, Мулла, Аль-Бурак. Да, Аль-Бурак, Любое и, кстати, он его придумал. изобретение, инженерия, что бы это ни было, оно все как бы начинается Да, да, это именно... все на чертежах делается. Да, Да, да. чертежи, вся да. И техническая документация называется. То есть вообще без чертежа, в принципе, ну, невозможно построить не то, что какой-то сложный механизм, а вообще даже простейшие вещи. Ну, я Дело в думаю, том, что раньше даже какой-нибудь там кузнец, да, он сначала делал себе какую-то зарисовочку, да, и потом по ней вот именно делал даже хотя бы простейший инструмент, какой-то топор или нож. То есть это надо все равно что-то как-то обрисовать, какие-то Ну, контуры это-то, сделать, я а так уж не понимаю, говоря о можно сложном. рисовать. Топоры, ножи. Но вот человека нельзя. Как вот в машине, например, в автомобиле человека разместить, А как представь себе, как конструктор медицина сможет. вообще будет работать, да, если там Не, нельзя, там, вот, там допустим, вообще, анатомической. там вообще вот это вот рисование, художественное дело, оно вообще не приветствуется. То есть максимум, что на что там тянут, это вот эта каллиграфия, или как оно правильно. То есть вот эти вот узоры всякие. Но Ну это... да, такие какие-то непонятные орнаменты вот такие, да, но ничего конкретного. То есть это чтобы не должно было быть что-то конкретное. Ну, а Кстати, медицина, у да, нас, она же у вообще нас вот невозможна ребята, без... да, у нас вот ребята здесь в Европе, да, очень даже талантливые художники, вот так вот на этой вот теме отошли от вот этого дела. Там одного я знаю, он раньше как бы там переписывался в личку,
откуда-то с Норвегии он, по-моему. Вообще такой неплохой художник и перешел на вот эти вот всякие кулякания, короче, рисовать. Человек свой талант, в принципе, не развивает, да, как бы, который ему, то есть из-за, ну, дурацких каких-то, вот, не знаю, воззрений какого-то там бедуина в 7 веке, потому что ему, может, что-то не нравилось. Вот он и запретил это. У него Аллах, это, я вот смотрю, вообще какой-то карманный бог. Он ему как знаешь, по щелчку. Раз, аят послал, который нужен. Раз, другой. Это вообще просто какая-то жуть. Извините, каферы, я, отойду чутка. Я сегодня рейд не сделал. Я должен муджахидов поискать. Но я вообще, если в день 2-3 насиат не делаю, где-то из Камасутры Аллаха аят не прочитаю, муджахидам. У меня на душе так неспокойно бывает. Сейчас 2-3 диверсионные вылазки сделаю у муджахидов. Тебе надо нести даваат, истинный даваат. Да, я там разные аккаунты делаю, муджахидские, там мусульманские имена пишу. Там в вступлении так должно быть. Минут 10, минимум 15 ты должен писать сообщение. Да будет доволен вами Аллах. Иншаллах, братья. Сейчас Мадди придет, порядок. Ну, короче, я такие нежные, такие делаю. Ну, сейчас уже голос узнают все. Я сейчас должен эту программу сделать, голос изменить. Алхамдулилlah. Распространим сунну на всех 4 уголках. Иншаллах. Да ладно, давайте тогда. Я на полчаса отойду, сейчас приду. Я представляю, что там сейчас будет. Мне сейчас скинули, сказали, что муджахиды там петушатся, собрались, я сейчас ядерку там, ядерку. Вот. Там ты что, там Я сейчас вот- будут копья в тебя лететь будут, копья и камни, понимаешь? Я ничего не имею против мусульман, но я реально вот захожу в их вот эти трансляции узнать об исламе что-нибудь. Они начинают как бы уходить от ответов, перебивать и все прочее. Говорят, если ты не хочешь вступать, давай иди отсюда и все такое. Я и ничего такого вообще не имею в виду. Но они вот уходят, короче, от ответа постоянно. Поэтому я вынужден здесь сидеть. Я как понимаю, у них вообще, наверное, больше 90% вот мусульман, да, они понятия не имеют, даже поверхностно о своей религии. Абсолютно, Да. абсолютно, Совершенно. абсолютно. Поэтому говорю, мусульмане, они, как сказать, как у них у каждого какой-то слов свой, да, и как чуть-чуть глубже все. Ну, это надо каким-то шейхам всегда идти. Ну, это неправильный перевод. Ты читаешь Коран в Извини, это нам переводе. втирали. Это нам втирали, что религию Аллаха может постичь какие-то избранные. А сейчас я говорю любому, кто думает, считает, что он знает религию, пускай приходит. Мне не нужно все Я это избранный. изучать. Нет, тут знаешь, Ибрahim, у нас вопрос в чем? Чеченцу не нужно это все изучать. Самые вот эти страшные моменты, вот эти, которые одно из них, если ты не примешь, вот это пророк, который спал с 9-летним ребенком, если ты не скажешь, что это нормально. 65-й сура, 4-й аят, где Аллах объясняет, как нужно разводиться с девочкой, у которой не начался даже менструальный цикл. 4-я сура, 24-й аята, если ты не скажешь, что, короче, это неверно в кафира, их жен можно. Я это не скажу, я говорю опущенный, тот, кто вот это одобряет. Будь он мой отец, мой праотец, мой сосед, мой брат, мой дед, мой дядя, я его назову опущенным. И тот, кто вот этот аят принимает, он в чеченском обществе опущенный.
Он знает, что в чем проблема. Чеченец должен через себя это все пропустить. Он не должен туда кафирских женщин представлять, которые насилуют. Он должен представлять там своих женщин. Да. И потом ты с полной уверенностью посылаешь и Аллаха, и Коран, и Мухаммеда нахрен, когда ты туда ставишь своих женщин. Вот. Да. Я имею полное право. Я там представил своих женщин, а не кафирских. Потому что ислам тоже к нам так пришел. 729, начало вторжения на Кавказ. Да. 40 головок, 40 тушек, асхабов, сахабов, вот этих всякой нечисти. Закопано в Дербенте, где, кстати, стоит мечеть, которой около 1000 лет. Да. 800 с лишним. А в Чечне нету ни одной мечети, которой 200-300 лет. Это что? Вы говорите нам, что все наши предки были мусульмане. Они что, на пятничный Рузбан, Гужбан в Дербент ездили? Мечеть. Слушайте, ну это факт же, вам надо это записать куда-нибудь, информацию дать, чтобы другие тоже знали. Не, они сейчас там пытаются официально вот этот оккупационный режим подогнать. Там какие-то постройки пытаются выдать за мечеть. Ну и тем самым сами себя закапывают. Вообще абсурдные какие-то эти там высказывают версии. Вот для примера просто, я с Казахстана. Здесь празднуют Навруз, 22 марта. Я говорю, если вы празднуете Наурыз, значит, когда-то здесь была Персия, получается так, здесь исповедовали зороастризм когда-то. Но понимаете, современной власти, ей как-то ни туда, ни сюда, ни людям. То есть, если бы здесь была персидская власть, они бы и качали эту тему, а здесь некому заступиться за это. Но у людей-то осталось, значит, это было. Значит, это было здесь. До сих пор празднуется. Понимаете, ребята, смотрите, что Бог хочет, чтобы мы общались с Ним, то есть верой, понимаете? Не видя Его, но Он видит нас и слышит нас, и отвечает, и помогает нам, то ли через людей, то даже через животных и все прочее. А что делает человек? Он создает религии. Будь то христианство, будь то мусульманство и другое, буддизм, и использует это как, понимаете, вот как в Советском Союзе, если кто-то, может, знал, захватил немножко, или знаете вы, вот, что это то же самое была религия, только она называется коммунистическая партия Советского Союза. И вот при помощи вот этой идеологии, понимаете, вот этой религии, вот, эти самые сильные мира сего порабощают людей и управляют ими. Понимаете, поэтому это в христианстве тоже было, когда, смотрите, первые христиане, их убивали, их что только не делали, все увеличивалось. И потом, что Александр делает, это самый император, он берет и законом утверждает, что это религия. А после этого что делается? Идут крестовые походы. Но христиане осудили это, потому что они сказали, что веру нельзя мечом и насилием, копьем навязывать веру. Это точно так же, как у нас был это самый князь Владимир в Киеве. Вы слышали, да? Который крестил. Он силой всех загнал в воду и крестил. А они потом пришли домой и позакрывали окна. Они как были язычниками и дальше продолжали это язычество. И это язычество сохранилось по селам Украины до сегодняшнего дня. И вот я, как этот человек, который вижу, и мне мне тоже показываю людям, говорю, это не нужно. Но разница в том, что христиане призывают к добру. То есть истинный христианин, не Кирилл, который там сидит с Путиным и с этим самым удостоверением
КГБ, ФСБ, понимаете? Вот. А истинные христиане, они призывают добру. Вот. А вот к шариату призывают вот эти самые, когда сура 50-я, я не помню какой-то там этот и стих, вот там, где написано, что вот еврей и христианин это тебе не брат, не друг, он тебе чужой, он неверный. А раз он так, а потом... 5.51. Да, 5.50, вот, 5.51, вот, и это самое, и потом оно раскручивается, а раз он, значит, тогда можно его обдурить, вот, это Аллах не посчитает, у нас нет, если ты даже обдуришь или обидишь мусульманина или буддиста, человека, одним словом, обидишь, вот ты тогда это самое, ты это самое, грешишь, невзирая на то, что он не придерживается твоей религии. Вот. И даже наши ребята, воины, которые ловят вот этих преступников, которые пришли в нашу страну зарабатывать деньги, понимаете? Зарабатывать на, вы знаете на чем, на крови, на несчастье украинского народа, они ловят их, они их кормят, они перевязывают, спасают им жизнь, перевязывают им раны, вот, делают уколы обезболивающие и отправляют в госпиталя. И вот девочка, с одной я разговаривал, девочка, она давно жила в Германии, и приехала, вернулась в Германии, она врач, выучилась там, врач, и она это самое, в госпитале работала, на передовой, под Курском, там вот этих районах, вот, в этих полевых госпиталях. И она рассказывала мне, что они делали, как они спасали этих, и потом они приходили в себя, и они говорили, что их бросили, вот, и сами они рассказывают, как видели, как их товарища добивали, понимаешь? Вот, увидел, что добивают, он прикинулся мертвым. И когда свои ушли, вот это самое, потом он уже сдался в плен, ну, подполз сколько мог там, это сам. Все. Так вот это разве это люди? Вот. И вот это, разве вот это, смотрите, вот в Иране, вот, они себя святыми там называли, 3-10, довели народ вышел на улицу. Такие же самые мусульмане, те же вышли на улицу, вышли. И столько людей погубить. 50 тысяч загасили. Да. В Коране есть сура 256 аят. Вот этот аят, он абсолютно логичный, как раз вот по теме, да, там, в религии нет принуждения. То есть, если мы как бы попытаемся логически, ну, воспринять, да, вот это, так оно и есть. То есть человек, когда он собственно там, ну, как бы осознает правоту там или какую-то, я не знаю, там, духовность какого-то учения и без принуждения это воспринимает, как бы ему это по душе, то только тогда это искренне получается, то есть его какая-то вера. Все остальное, то, что там тебя принуждают, по башке бьют, куда-то там в строй ставят, грубо говоря, оно до тех пор, пока вот это вот, скажем так, насилие над тобой, над человеком совершается, как только человек освобождается из этих оков, он, соответственно, плюет на все это там, да, и сразу отворачивается. То есть это абсолютно логично. Но что интересно, именно этот аят, он считается отмененным. Вот такая вот. Да, он же отменен вот этой сурой от Тауба, где он уже да, называет 9:20. именно
Да, она-то, по идее, последняя сура. Она 9-я стоит в Коране, а в хронологической последовательности, если брать, она именно там чуть ли не 113 или 114, то есть одна из самых последних. И я как знаю, что если какие-то аяты противоречат друг другу, то те аяты, которые были ниспосланы позже, время, в Да, хронологии, да. тут по времени, да, они действительные. Значит, тогда ранние аяты автоматом отменяются. Да, там так и Но они любят сказано. приводить вот этот вот, Ну, который это, вот этот, кто да, нет это принуждения очень в такой религии, они хитрый. его постоянно, да, вот эти меканские аяты, они любят все время приводить. А вот Это мединские, поначалу, которые... когда Да, человека пытаются привлечь, там, одурачить, я не знаю, как-то Ну, делает, как им выгодно. обработать. Как выгодно, да? Вот и все. ну как бы заманить человека. Понимаешь, сначала, если ты, допустим, ну, идешь к человеку, да, и говоришь ему, смотри, вот у нас такая религия, да, мы должны сейчас вот тех и тех и тех сразу убивать или тут же они покорять. Нормальный человек скажет, ну что-то как-то нет, неохота мне к вам туда, да. Они его сначала начинают так, вот смотри, вот у нас так, нет принуждения в религии, все хорошо, то он как-то вот туда уже внедряется, а потом, когда он уже там, оно потом как бы само, это как окно Авертона, у тебя уже у самого, когда ты в этом обществе находишься, постепенно вот твой вот этот вот, как сказать, окно твоих вот этих моральных ценностей, оно немножко смещается. И в конце концов ты уже сам как бы либо принимаешь это молча, да, то, что творящееся вокруг, и именем твоей, как бы, религии бардак, да, и беспредел, либо уже сам потом там участвуешь. Вот это вот так оно и есть, да. Просто вот как здесь кто-то сейчас упоминал, да, там 90% они вообще люди не в курсе, и более, я бы сказал. Вот я сам тоже абсолютно не был в курсе, хотя вот я, например, абсолютно считал, что я там постиг вот это все, что я четко осознаю, но оказалось то, что было в моем представлении, да, это то, что мои родители там или наше общество вот так вот как-то воспитывало, да. А тут мы, когда со всем этим уже начинаем сталкиваться, то это полная противоположность. И вот так вот более 90%, и когда уже человек полностью туда с головой уходит, он уже как бы теряет вот эти вот все, я не знаю, грани, короче, какие-то, все вот так размывается, и вот здесь, если понаблюдать, да, вот на таких площадках, когда дискуссия начинается, короче, человек уже там, стеклянноглазый, грубо говоря, он готов отстаивать и искать какую-то мораль в изнасиловании женщин, да, или там в Ну педофилии да. какой-то. Они потом начинают это оправдывать сначала. Это было то время такое. Да это ни в какое Да, время не было нормально. Дело Ну в что том, это что такое? дело в том, что я вижу, вот я как христианин, вообще я, как сказать, исторически, что ли, или как по роду христианство принял. То есть мои родители были христиане, бабушка, дедушка были христиане, у меня никто не спрашивал. Но потом я вот, бабушка постоянно водила в церковь, и мне как бы пришлось, можно так сказать, мне было интересно слушать вот это, и я в этом стал искать смысл. Так я вот ушел в изучение религии. И вот что я увидел, вот читая Коран, и если здесь речь об исламе, то многое построено на психологии страха. Постоянно за человека как бы зашугивают тем, что его покарает, если он чуть-чуть даже подумает отречься. Вот. Вот в этом я вижу, что они даже себе мысли не допускают. Ведь как бы Аллах прочитает мысли, что ли, я так понимаю. Вот. Так вот, например, в христианстве я увидел жертвенность. То есть христианин воспринимает, что Иисус как бы жертву понес за, как бы за себя, Грехи, за да. невежество людей, да, вот. И как бы человек строит свой менталитет на основе вот этого вот. То есть как бы каждый христианин, он готов в какой-то мере чем-то пожертвовать.
пусть ради своих детей, ради мужа, там, например, муж ради жены, то вот мусульманин, он как бы ради Аллаха, но это построено как бы на страхе, на каком-то вот. Я так вижу для себя. Я не знаю, так ли это или нет, но я вот так вижу. Да, это так и есть. На страхе, понимаешь? Дело в том, что у нас в христианстве как построено? На совести, понимаешь? Вот, например, если я осознаю, что Иисус Христос отдал свою жизнь, то есть заменил, потому что религия была дана через евреев. Евреям дано, чтобы они несли эту религию к нам, то есть ичкерцам, вот, дагестанцам, украинцам, россиянам, там, ну, всем народам несли, чтобы обучать нас, что, например, убить нельзя, украсть нельзя. Ну, то есть, это самый закон был дан. Потому что из-за нарушения этого закона, вот, значит, это наказание. Вот, это считалось грех, а вот за грех идет смерть. Вот, и человечество должно было бы исчезнуть, потому что, имея закон, те же самые, которые должны были нести закон, они в первую очередь нарушали. Вот, жертвоприношение невинных животных, оно там подменялось, нельзя было там, короче, с изъянами приносить жертву, приносилось, ну, короче, полностью все искажал. И поэтому человек пришел, который Иисус, помазанник, это Христос от Бога, отдал свою жизнь, вот, за нас. И когда я, например, что-то делаю, у меня совесть, говорю, ну вот этот Господь же отдал жизнь, прошел такой путь муки, страждания и все остальное, предательство, насмехание, и вот я дальше грешу, то есть это меня останавливает, совесть моя говорит ко мне, а никто же меня не принуждает вот, к чему-то. Хочешь – идешь, хочешь – не идешь, вот, хочешь – кушаешь, хочешь – пьешь, никто тебя за это не наказывает, вот, а просто человек с сознанием и совестью вот, думает, вот, разве я для этого рожден, чтобы гробить себя, например, вот, наркотиками или там еще какие-то вот, всякими препаратами ради какого-то там удовольствия временного и все остальное. Вот. А там все просто вот, для того, чтобы в покоре держать народ. И поэтому сначала и там есть и пряник, и кнут. Потому что, когда, например, берет пояс на себя и идет, ему же говорят, если я не прав, поправьте меня, что его там ждут как мученика 70 девственниц, понимаете, вот это сам. 72 гурии, да. О. Поэтому это самое, поэтому это, понимаете, фальшь и, А и где все. это где-то написано? Кто-то считал, что ли? На первый, второй рассчитать. Ну, сейчас там уже Ну, там уже говорят написывал только по ранее. 69, как бы 72 уже много этих желающих. Короче, Гурий на всех не хватит. да, Надо улучшать. надо спешить. Кто поспешит, тому побольше. Как бы. Да. Тому еще перепадет 72. Да, Потом, да. Вы Не, я понимаете, просто думаю, что большинство мусульман, да, они вот как действительно 90% не знают своей религии, они как-то вот, ну, особенно которые вот как этнические мусульмане, рождаются в исламских семьях, все вот как они живут. Но я имею в виду те люди, которые действительно соприкоснулись с этим, да, изучали ее начали, да, вот которые там, сейчас вот, которые проповедуют его везде. И потом вот познакомившись со всем вот этим вот, со всеми этими хадисами, да, это просто вообще какой-то порно-сборник, там, я не понимаю, там, значит, даже все вот эти вот такие вот агрессивные, и ты для себя вот это принял, то есть, да, ну, ладно, там люди, которые, ну, вот, живут и живут, ислам и ислам, да, он особо как бы основная масса. Но те, которые конкретно это изучили,
Неужели это можно как-то принять для себя? Неужели даже атеисты, да, они тоже вот есть какое-то понятие о этике, то есть тут как бы ну, чисто человеческие, нормальные какие-то нормативы должны сработать же, да, что какое там изнасилование, там, такие убийства, какой там, я не знаю, детские браки, это же все какое-то, ну, грязь одна вообще. Вот это надо быть просто натуральным моральным уродом, если чтобы это принять для себя. Видишь, Ян, вот люди, которые оспаривают это, заходят сюда, там, пытаются переубедить вот на таких площадках где-то, да? По сути своей они сами это не приемлят, понимаешь? Вот ты к нему пойдешь, 53-летний дедуля, короче, свататься к 9-летнему ребенку, они тебя по башке огреют чем-то. То есть это он сам понимает, А вот что именно, это... как вот Венгер до этого говорил, да, что надо все это на себя сначала надеть. Когда он, тот человек, который оправдывает, ну да, это нормально тогда было, да, но ты сам, вот у тебя есть дочь, вот ты представь себе, да, у тебя 9-летний ребенок, и ты его сейчас отдаешь замуж какому-то 50-летнему деду, там, да и кому вообще просто замуж, как 9-летний ребенок, какой замуж, он еще ребенок. Это же просто, ну, у какого нормального человека такое может как-то, ну, не знаю, приняться вот этого. Засватали они засватали в 6 лет еще эту девочку. Да, да. Ну, там сватовство это еще, ну, там были, допустим, Ну, это раньше спор, политические это, там браки, да, это... да, начинается вот это спорное дело, поэтому как бы отчет должен вестись именно с вот этого момента, да, там уже взрослой, скажем так, жизни. Так, у нас есть здесь те, кто хочет подискутировать, я не знаю, там он в комментариях где-то кто-то... Ребята, мне очень интересно с вами, вы очень хорошо, мы беседуем, все, темы хорошие и рассуждения, но мне надо идти на работу, надо поспать. Так что Все, спокойной ночи, до следующего раза. Ян, ваше имя Ян или Алексей? Не, мое имя вообще Вальтер. Ян Скамейкин это персонаж из «Золотого теленка», вообще там такой очень эпизодический. Да. Не, я не забыл. Все, ладно, хорошо, всего хорошего, спокойной ночи, до следующего раза. Так, ладно тогда. Всем спасибо, всем благодарю. Ну да, всех. если мусульмане не заходят. Тоже надо отдохнуть немного, потому что да, время уже как бы на работу завтра. Всем всего хорошего. И не знаю, если здесь есть что-то... Короче, в следующих, там, дальнейших эфирах можно будет дискутировать. Прощаюсь со всеми чеченским прощанием. Марш Ойл, оставайтесь, будучи свободными. Пребывайте свободными. Все. Всем всего До свидания.